Судья номер 5 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 6 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 7 Константин Кучин, Челябинск. Техническая бригада. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Иван Лобанов, Ростов-на-Дону. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Полина Тихонова, Матвей Лысов, Московская область. Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин, Московская область. Полина Пилипенко, Владислав Михайлов, Самарская область, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. В Челябинске продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. И это 6 незабываемых дней, которые дарит нам этот турнир. Сначала в юниорском катании, а потом внахлёст во взрослом катании. Юниоры уже накануне откатали свои ритм-танцы и короткие программы у спортивных пар. А сегодня настал момент произвольного танца и произвольных программ у спортивных пар. А затем юноши и девушки исполнят свои короткие программы. На комментаторской позиции на соревнованиях танцоров Василий Соловьев и София Качушкина. Приветствую тебя. Всем добрый день, Василий. Здравствуйте. Да, мы здесь с утра пораньше уже посмотрели и тренировки, и настроение. Да. Немного прохладно на этом льду, честно говоря, поэтому долго не усидишь. Мы так бегали греться постоянно, но на самом льду, конечно же, температура гораздо выше. Зашкаливает, да. Можно сказать и так, что зашкаливает температура, потому что сегодня развязка у танцоров-юниоров. Будем внимательно следить, наблюдать и болеть за каждого спортсмена, за каждый дуэт. На ваших экранах Полина Тихонова и Матвей Лысов. Матвей Лысов, спортсмены, которые тренируются у Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова. Они будут кататься первыми. К сожалению, пара совсем еще молодая, только в этом сезоне, первый сезон, первый год катающийся, и поэтому пока что не смогла подняться выше на этом турнире после ритм-танца, хотя начало сезона, конечно, было головокружительно многообещающим, и тем не менее это очень симпатичные ребята, и, конечно, их выступление накануне нам тоже запомнилось. Вслед за ними будут кататься ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой на ваших экранах. Эти тренеры — это Милана Жабина и Вениамин Башуров. Выступают спортсмены в обратной последовательности в соответствии со вчерашним рейтингом. То есть Тихонова, Лысов последнее место заняли, Жабина, Башуров предпоследнее. Вслед за ними будут кататься Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Еще одна пара Горшкова. Надо сказать, что у Алексея Юрьевича здесь наибольшее представительство по танцевальным дуэтам. Целых 3 их. 2 у Рублевой, Шефера и Плишкина. Вот так мощно работает школа Одинцовская, где трудятся вот эти люди. Которые сейчас, да, показывают на экранах. Да. Сосредоточены, смотрят за своими спортсменами, за дуэтами. 5 медалей у них на этапах серии Гран-при. 2 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая. И надо сказать, что вообще на Гран-при, если брать целиком юниорские соревнования, то больше всего медалей, конечно, у школы Этери Тутберидзе. Причем это 16 медалей, из которых большая часть была заработана именно парниками. То есть ситуация за 1 год поменялась ровно наоборот. Если до этого в 2 раза больше медалей было у одиночников, то в этом году у парников.
Ну, а на втором месте вот как раз в целом на Гран-при Горшков и Мишин. У них по 5 медалей. Вслед за Таисией Шепталиной и Дмитрием Пекиным будут кататься ученики Светланы Львовны Алексеевой, Елены Кустарова, Олега Судакова, Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Скоро Владиславу исполняется 20 лет. В марте у него день рождения. Вчера они зажгли в своем ритм-танце под музыку, под пение Дженнифер Лопес и Рики Мартина. И это, конечно, был абсолютнейший латино-взрыв в их катании, во вчерашних соревнованиях. Очень запоминающееся было выступление. Ну а так как у нас пар всего лишь 9 на этих соревнованиях, то в первой группе участников мы увидим только 4 пары. Такой вот малый состав получается. 4 дуэта. Да. Уже спортсмены размяли большинство своих элементов, поэтому сейчас просто раскатываются, делают какие-то шаги, чтобы почувствовать лед еще лучше, чтобы, возможно, успокоить нервы свои, потому что, конечно, напряжение тут сейчас колоссальное, и оно ощущается очень-очень хорошо. А вот если говорить о юниорском танцевальном сегменте, и если откинуть именно правила, то чем юниор отличается от взрослых? Ну, в первую очередь, юниорам надо обращать внимание на чистоту своих поворотов и на техническую составляющую, и над ними работать преимущественно. Можно даже сравнить, наверное, юниоров и мастеров вот как картину, да, и художник. Поначалу он должен сделать макет, какие-то большие мазки, а затем уже дорабатывать цветотень, игра и вот какие-то детали дополнять. И, наверное, можно привести это в пример и сказать, что юниоры, они вот нарабатывают свою базу, чтобы потом становиться еще лучше и быть полноценной картиной и искусством. Ну что ж, красиво сказано. И вот спортсмены, которые, кроме того, что они юниоры, они еще и вновь созданная пара. Первый сезон откатывающая, заканчивающая. Они катаются под эпическое переосмысление поп-хитов Survivor и Gangsta, под переосмысление истории телохранителя, потому что это кавер-трек Чейса Хольфельдера на хит Долли Парсон. Протест хэппи-эндом. 9-й после ритм-танца Полина Тихонова и Матвей Лысов. I'll think of you every step of the way. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. I hope life treats you kind, and I hope you have all you've dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love.
Потрясающий эмоциональный танец от Полины Тихоновой и Матвея Лысова. Очень дали вот во второй части этого танца эмоции публики и даже судьям, потому что у них там начиналась эта эмоциональная часть прямо перед ними. Но удовольствие было посмотреть. Очень хорошо сегодня спортсмены работали на судейскую панель, потому что я в том числе не могла оторвать глаз сегодня от Полины. Мне она показалась более яркой сегодня в своем прокате. При этом партнер вел ее изумительно от начала до конца и не позволил нигде усомниться в том, что он надежен, он хорош. И в том, что они вместе. В том, что они катаются вместе, да. Видно, что очень хорошо влияет количество турниров, которые были у этой пары на протяжении всего сезона. Их было большое количество. И скатываются ребята. Скатываются, и заметно видно, что... Ой, заметно видно, что становится все лучше и лучше. Да, ну и пусть вас еще раз не смущает то, что ребята начинают эти соревнования. Они катаются очень чисто, получают хорошие уровни и действительно вошли в этот танцевальный мир с гордо поднятой головой. Еще в прошлом году Полина каталась как одиночница. Да, хочется вот отметить по технической составляющей. Вот сейчас мы видим поддержку с вращением, которая была исполнена хорошо, на 4-й уровень, с довольно-таки неплохим продвижением. И сейчас на наших экранах ребята заходят на твизлы. За этот элемент также партнер получает 4-й уровень, и партнерша получает 4-й уровень. Очень эффектно было это выполнено с высоко поднятой ногой. Немножко разошлись они на 2-м твизле, но это никак не повлияло на уровень. При этом надбавка, к сожалению, не такая высокая, какая могла бы быть. Такой момент. И видим, как вживаются в роль этот дуэт спортсмены. Ну а все ли уровни достаточно высокие? Как тебе показалось? Сняли уровень на вращении. К сожалению, нам его не показали на повторе. Сняли с 4-го на 3-й, потому что не достояли позицию 2-ю. Вот я не досчитала обороты и думаю, что технические специалисты тоже считались. Понятно. Итак, ребята, поздравляем вас с этим потрясающим Для сезоном. исполнения произвольного танца на лед Движемся вперед. Милана Жабина, Милана Жабина, Вениамин Башуров. Снова придется умереть на наших глазах Джульетте, вызывая у зрителей волну сострадания и понимания. Все ради любви и баллов судейских под музыку Чайковского.
Много раз в этом сезоне мы видели этот танец, но сегодня, по-моему, он прошел на каком-то невероятном эмоциональном и техническом уровне для этих ребят. Настолько все было синхронно, настолько было наполнено эмоциями. Это правда так, очаровательный дуэт. Вот не могу его по-другому как-то охарактеризовать. Милана Очень мне Жабина, нравятся ребята. Вениамин Башуров. И нравятся они не только нам, но сегодня и судейская бригада очень высоко оценивает их прокат. Ставят хорошие надбавки на всех элементах. И прям это было сегодня очень хорошо, очень мощно. Несмотря на то, что на первенстве страны, минувшем первенстве страны, партнерша Милана допустила небольшую оплошность на твизле. Сегодня твизлы были настолько близко, феноменально исполнены, что вообще придраться было не к чему. Знаешь, мне Очень даже хорошо. показалось, что после того, как они исполнили твизлы, Милана эмоционально взорвалась. Да. У нее такой был прямо Всплеск радость эмоций. была написана на лице, что все, что этот элемент настолько классно выстрелил у них. Потрясающе сегодня выступление, очень здорово. Очень мощная. Очень мощная программа и очень мощное катание. Демонстрировали сегодня ребята. Глаза в глаза. Уже трагичность на лицо. Да, Вживание в образ. И потом они принесли его на протяжении всего своего танца. Вот мы видим те самые твизлы, секцию твизлов, в которые спортсмены влетели на невероятнейшей скорости, исполняли их очень близко, соблюдая все черты сложности. Вот, как одно единое целое сегодня вращались. причем первая серия твизлов еще такая тоже была вся в образе. Это в танцах чрезвычайно ценится. Очень красивый был заход на это вращение. Да, вращение 4-го уровня. Вот сейчас мы видим на экране блок на одной ноге, дорожку на одной ноге, которая у партнерши оценена технической бригадой на 3-й уровень, у партнера на 2-й. И тоже невероятно синхронно. Прям как одно целое ребята сегодня катаются. Вот поддержка на наших экранах, за которой они получили очень хорошую надбавку, 2,30. И такой финал. Трагичный финал этой истории, но радостное завершение И слава богу. для этих спортсменов, их выступления. Да, остается порадоваться за этот тренерский штаб и за эту прекрасную пару. Оценки на ваших экранах за каждый элемент, за каждый уровень. И они получают за свою программу на 3 балла больше оценку за технику и хоть у них, да, и на 2 балла больше с лишним оценка за компоненты. Таким образом, конечно, опережают Полину Тихонову и Матвея Лысова. Московская область. На льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Они катаются под знаменитую музыку Рикардо Качанте. «Нотр-Дам де Пари» — произведение, возродившее жанр мюзикла в Европе в свое время. На крови несчастной Эсмеральды, так сказать. C'est un mot quand il a inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à genoux, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de briller Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Неожиданная развязка этого выступления. Коварные твизлы в программе Таисии Шепталин Дмитрия Пекина, такого Досаднейшее опытного падение. юниора, который так много этих твизлов в своей жизни выполнял. И сейчас что случилось? Что пошло не так? Вот даже сразу после проката Дмитрий закрыл лицо руками, сам понимает, что ну досаднейшая просто ошибка, просто потеря баланса произошла. Причем я только для себя отметила, как хорошо были исполнены твизлы. Да, первая и все мы так серия уже прямо подрасслабились. пошла в таком Да, классном и, продвижении, и к так сожалению, синхронно. В конце потеря баланса, перешел на пятку, то есть распустил, скорее всего, живот. И из-за этого повело его назад, и через пятку вот упал, ставит им также падение, уверена, что будет падение. Да, И большой хотя никакой надбавки не вроде бы получит. казалось, да, что минус. устоял, но на самом деле формально это получается, что падение. Да, очень досадно. Сами спортсмены это тоже понимают, Ну, что вот еще все так хорошо шло, и в начале очень красиво все отыгрывали, на большой скорости очень катались. Очень чувственно это было все. Да, Мы видим первую поддержку сейчас на экранах. поддерживали Да. очень зрители эту поддержку эмоционально, очень эффектно Да. она выглядит на катке. Комбинированная поддержка в невероятнейшее просто продвижение, особенно вторая поддержка. Прям очень достойное продвижение, очень хорошее исполнение элемента. Вращение танцевальное на 4-й уровень и с неплохой такой надбавкой. Да, Очень интересная оригинальная позиция. позиция, вот только хотела сказать. Какая растяжка у партнерши. Блок на одной ноге. Частота поворотов у партнерши оценена она на 3-й уровень, у партнера на 2-й. Вот видим мы сейчас секцию твизлов. Все было хорошо, вот все шло хорошо. И тут просто на последних оборотах зацепился конек у партнера, и он повел корпус назад, и потеря баланса, падение. Снижают им, партнеру снижают уровень с 4-го на 2-й. У партнерши остается 4-й уровень, при этом сильный минус 2,32. Очень драматично, очень неожиданно для этих спортсменов, которые славятся своей такой Чистотой устойчивостью, да, катания, и чистотой. не свойственно им, это правда.
Ну, и такое бывает. Такое бывает. Главное, За исполнение правильно, здраво к произвольного этому танца всему подойти, Таисия сделать Шевканина выводы и и работать Евгений дальше. Миллер 88,26. Таким образом, они, конечно же, по элементам уступают своим оппонентам и занимают на данный момент последнюю позицию, проиграв 9 сотых и Для Полине исполнения Тихоновой и произвольного Матвею танца Лысову. на лед приглашаются Полина Пилипенко, Владислав Михайлов, Самарская область, Полина Москва. Пилипенко и Владислав Михайлов с поп-хитами Survivor и Gangsta Paradise от группы Цвай. Выживание, темная сторона бытия и гимн падшему ангелу в произвольной программе этих учеников Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Олега Судакова. Ух, Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Вот все равно они заканчивают этот танец. И единственное слово, которое им вертится в голове, крутые. Они так здорово исполняют этот танец, даже несмотря на то, что в начале было какое-то сумасшедшее, во-первых, это опять ошибка на твизлах. И казалось, что нервы мешают им вот как-то
в начале взаимодействия, в конце просто разрыв. И стадион это почувствовал и влился в этот танец. В конце прям правда свою программу наотмашь они продемонстрировали. И очень, что стоит отметить, они не потерялись после ошибки, которую допустил Влад. Тоже досаднейшая ошибка на твизлах, но они не потерялись, собрались. Не потерялись. И в конце хореодорожку разрывали, и зал взрывался с этой хореодорожкой. Не просто дался им, к сожалению, сегодняшний прокат. Странно, что-то вот в начале какой-то нерв витал, и прям казалось, что что-то, и оно назревало, и случилось в этих злосчастных, злополучных твизлах. Да. Все равно молодцы. Большие молодцы, конечно, спортсмены, артисты. Очень артистичный этот дуэт. Очень. И очень яркий. Это я не только говорю про волосы Полины. Это я говорю в общем и целом про дуэт. И костюмы, да. Мы вчера отмечали красоту деталей в их костюмах. И сейчас видим на повторе, как они пленяще начинают свою программу, но при этом какое-то напряжение все-таки было. И первая поддержка на месте. 3-й уровень снижает техническая бригада 1 уровень. При этом неплохие надбавки получают спортсмены. Блок на одной ноге очень параллельно был исполнен. Вот Полина решила, Вот здесь, видите, да, он на твизлах побежал, да, немножко за еще партнершей. зайти, там на твизлу немножко скомкано. Да, Ну, чуть-чуть потеряли друг друга. И поэтому уровень у партнерши 2-й, у партнера 3-й. Не все элементы были исполнены. Ну вот начало этой Да. программы какое-то было такое. Да. И завершилось это все твизлами, да, и ошибкой на них, а потом уже ребята как смахнули с себя этот груз, сказали, нет, мы сейчас порвем зал. И порвали. И порвали. Вот вращение танцевальное на наших экранах. 4-й уровень. И надбавка тоже 1,13. Немножко мне показалось, что оно было медленноватым. Возможно, силы в какой-то мере покинули ребят. Или же наоборот, они их копили, чтобы на дорожке, хореодорожке все выплеснуть. Много деталей каких-то в хореографии, таких мелких, которые замечаешь только уже при замедленном просмотре. И все отрабатывают все эти детали. Большие молодцы, конечно. Такой Супер. финал яркий. Ну, посмотрим, как по технической оценке это все сложится, потому что твизлы, конечно, получают от судей минус балл с лишним, а также понижен уровень у партнера, и все это не может не сказаться на их позиции. А мы помним, что Милана Жабина и Вениамин Башуров очень мощно сегодня откатали свою программу и, конечно, будут достойны того, чтобы повыше подняться в турнирной таблице. Но все зависит от конкретных баллов. И решение судей. Да, только компьютер может все точно посчитать. Человеку это не подвластно. При этом дорожка у партнерши на 3-й уровень, у партнера на 2-й уровень. Хочется поздравить с таким мастерством исполнения шагов. Видимо, и сердечко все-таки не сильно расстроились ребята, понимают, что и такое бывает. Итак, по технике они уступают довольно-таки много Жабиной и Башурову. И несмотря на то, что по компонентам отрыв не очень большой, они все же проигрывают, причем проигрывают 2,5 балла. И Милана Жабина и Вениамин Башуров по окончании соревнований в первой группе оказываются лидерами. Дарья Дрожжина, Иван Тельнов, Москва. Анна Белибина, Дмитрий Кашаев, Москва. Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. Зоя Пестова, Сергей Лакутов, Москва. Мария Фефилова, Артем Валов, Московская область. Разрешена 5-минутная разминка.
Вторая группа участников на льду в финале Гран-при России среди юниоров. Произвольный танец сегодня исполняют танцоры. И надо сказать, что вчера почти идеально прошли все танцы. То есть не за что было простому глазу и зацепиться, да. И оценки были очень высокие. Я вот посмотрел вчерашние оценки, они были все практически выше, чем в среднем по сезону у ребят. То есть все улучшились, все шли вперед. А сегодня прям такой сумасшедший нерв. Это характерно вообще для соревнований. Второй день и начинается нервозность, если в первый все было вот так вот. Ну, конечно, любое выступление, любой выход на лед – это огромная работа и большое волнение у спортсменов, у дуэтов. Это абсолютно нормально, потому что хотят показать свой максимум, выложиться по полной. И бывает, когда ты в ритм танца все делаешь очень хорошо, ты думаешь, так, а если вдруг, и вот это вот начинает крутиться в голове, и вылазят какие-то досаднейшие оплошности, ошибки. Поэтому тут самое главное справиться с волнением и понять, что вы все можете, вы одно целое, и находить поддержку друг в друге, и вместе с тренерским штабом настраиваться на мощное выступление. Ну вот соревнования танцоров в первой группе, по крайней мере, оказываются абсолютно очевидными, да, у Миланы Жабиной и Вениамина Башурова было такое выступление, что они, ну, прям заслуженно пошли вперед. Их соперники сделали абсолютно очевидные ошибки. Мы же ждем выступления второй группы, в которой будут кататься Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Они будут открывать, ученики Рублевой, Шефера и Плишкина. Затем Анна Билибина, Дмитрий Кашаев, ученики Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой. Людмилу Александровну только что видели на экранах, а Анжелика не приехала на эти соревнования. Пока что ее тут Да, нет. она появится на взрослом турнире. Я думаю, что да, очень будем ждать. Да. На то он и тренерский коллектив, что на каждую пару, а пар у всех тренеров много, есть по отдельному практически тренеру. Затем Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, которые занимают третье место после ритм танца. И их тоже тренирует вот этот замечательный тренерский коллектив. Кстати, когда я накануне говорил про то, что тренеры являются продолжателями тренерской династии, как Алексей Горшков или Людмила Алексеева, я не упомянул Екатерину Рублеву, потому что ее мама, Светлана Семеновна, тоже тренер. Так что у нас здесь династии не две, а их намного больше. Мы все это прекрасно помним, просто сразу обо всех так вот и не скажешь. На втором месте после вчерашнего блестящего ритм танца Зоя Пестова, Сергей Лагутов. Это их тренер Ирина Жук. Вместе с Александром Свининым и Анастасией Шпилевой они работают с этими ребятами, которые заняли второе место на первенстве России в этом году. В прошлом году выиграли юниорский финал Гран-при. И вот сейчас соревнуются с лидерами, которые на ваших экранах. Мария Фефелова, Артем Валов. Довольно-таки молодая пара, в том смысле, что Артем вообще самый молодой участник турнира. Тоже ученики Алексея Горшкова, Екатерины Рязановой, Ксении Конкиной. Первое место на первенстве России, первое место в Магнитогорске, первое место в Казани. И в прошлом году серебряная медаль юниорского финала Гран-при. Как раз-таки сейчас они разминают свою комбинированную поддержку, и как только они встали в первую позицию, зал уже взорвался, несмотря на то, что это только разминка. Но очень нравится этот дуэт и зрителям, Да. и нам, и судьям, и всем-всем-всем. При том, что вот это очень классное, конечно, вращение, очень эффектное и всегда выглядит очень опасно. Довольно-таки молодая пара, самая молодая в истории пара танцоров, когда-либо выигравшая первенство России. То есть обычно даже на юниорском первенстве спортсмены постарше выигрывают, но нет, ребята стали самыми молодыми в истории и сильно прибавили в баллах на первенстве по сравнению с этапами Гран-при.
У них результат плюс 12 баллов. То есть это при том, что они были первыми на этапах, как я уже говорил, в Магнитогорске и в Казани. Уважаемые спортсмены, Все равно ваша они разминка дали завершена. еще Пожалуйста, покиньте жару. лед. И таким образом у них абсолютно, конечно, не случайная победа. Там нет таких разговоров, что вот лидеры оступились, и поэтому ребят впереди. Нет, они 100% шли нет. прям как ракета на эту победу. Очень мощное было выступление. Ну а начнем мы, как уже было сказано, с Дарьи Дрожжиной и Ивана Тельнова. Под Для музыку исполнения бруклинской произвольного группы танца Grizzly на лед Bear приглашаются катаются Дарья и Иван. Дрожжина, Иван История Тельнов, о неожиданных Москва. поворотах судьбы, о соседях, которые могут оказаться приятными. Вот сюрприз. Желаем ребятам удачи и спокойного, чистого катания. Прекрасная, очень современная, очень
необычная такая самобытная Дарья пара Дрожжина, Иван с Тельнов. каким-то актуальным абсолютно творчеством, не похожая на других. Молодцы, свое лицо они в этом году прям заработали, продемонстрировали. Очень лучезарные ребята, очень у них красивая программа и невероятной красоты костюмы, которые, кстати, делает мама Ваня. Она им шьет костюмы. И внимание к деталям не только там, в костюмах, но и во время исполнения всего танца оно было. К примеру, вот в хореодорожке там идет фраза «лицо к лицу». И в этот момент ребята делают вот этот проворот на льду, держась за руки и смотря друг другу в глаза, не теряя этот зрительный контакт. Это прям очень Да, это красиво. потрясающая работа тренерского штаба и постановщика Сергея Плишкина. Очень здорово придумано. Дивные ребята. Напоминаю вам, что после ритм-танца очень маленький отрыв между третьим и шестым местами, то есть не только между Дрожжиной, Билибиной и Слуцкой, но и даже еще и между Пилипенко, там прямо отрыв вообще микронный. Сейчас видим секцию твизлов, которая оценена технической бригадой, да, на 4-й уровень у партнера и 4-й у партнерши. Но насколько спортсмены были раскованы в этой программе, тебе показалось? Не было вот какого-то такого Вот чуть сдержанности? Честно, мне показалось, что поначалу они были немного сдержаны и, возможно, даже напряжены. При этом, как только они начали первые свои шаги под музыку, сразу же это напряжение спало. И очень мощно в конце смотрелся сам прокат. Сейчас вот мы видим на экране дорожку на одной ноге. Очень глубокие ребра. При этом частота поворотов не идеальна, к сожалению. Это вот можно над ней поработать, потому что техническая бригада оценила этот элемент на 2-й уровень у партнерши и 2-й уровень у партнера. Ну, судьи, по крайней мере, 1,5 балла прибавили за исполнение. Потому что было очень близко. И сами дуги были глубокие. Вот за мизинчики взялись, Да, отвернулись и посмотрели друг на друга. это очень Очень трогательно, театрально, и здорово сыграно. Потрясающий образ, который ребята держат на протяжении всего произвольного танца. 97,89. И Дарья Дрожжина, Иван Тельнов на 5 баллов опережают Милану Жабину и Вениамина Башурова. Ну да, здесь у них ближайшие преследователи были после вчерашнего дня Пилипенко и Михайлов. Они, конечно, у них сейчас более существенный отрыв. Дмитрий Кашаев, А вот интересно, как будет распределяться баллы между теми парами, которые борются за 3-е место. И следующими на лед выходят Анна Билибина и Дмитрий Кашаев. Исполнит свой произвольный танец под треки из мюзикла «Моцарт», где Вольфганга одолевает целый сон черных людей, включая Сальери. Рок в целях популяризации.
dans ce bal. Ton silence est un cri qui fait mal. Je devine ton visage sur les ombres, les souvenirs sombres m'assassinent. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose pas manquer de toi dans mes nuits, dans la pluie de ma vie. Анна Беливина, Дмитрий Кашаев. Как только вылетели они на лед, прямо ощущалась такая скорость сумасшедшая в катании этих ребят. И я видел, как ты сопереживала, когда они исполняли твизлы, прям так подалась вперед и выдохнула, когда эти твизлы прошли на таком классном, высоком уровне, так синхронно, так эмоционально. Это очень зрелищный, но при этом очень сложный элемент. И действительно он требует большой концентрации. И я очень рада, что у этих ребят сегодня он удался, очень сопереживала им во время всего танца и во время этого элемента. Да, но вы видите, что ребята переживают. Была ошибка, такое спотыкание, на которое, я думаю, любые зрители могли бы обратить внимание, но не все, может быть, знают, что это ошибка на элементе у них случилась. Да, этот элемент — это хореографические прыжки, то есть подъем при помощи партнера. Когда партнер, мальчик поднимает партнершу, к примеру, вот в данном случае это было так. И даже непонятно, что там случилось, запнулся Дима очень досадно. Но при этом, несмотря на это, очень в основном хорошо были исполнены все элементы на достойные уровни. Очень глубокие ребра. Началось все с дорожки, которая оценена судьями на технической бригадой на 3-й уровень. И судьи поставили 2,29 в плюс за исполнение этой дорожки. Вот дальше те самые твизлы. Да, которые, как волна выплыли, всё в 4-й порядке, уровень у круто. обоих партнеров. Все хорошо, очень близко, очень параллельно. И в образах. Далее комбинированная поддержка. Хорошее 13 баллов они продвижение. получают за эту поддержку. Самый высокооплачиваемый получился элемент. Trop de bruit pour trop de nuits qui pensent. Огромная Наблюдаем. скорость. И вот те здесь самые хореографические прыжки. вот она Подбили, да, коньками друг друга и поставили даже восклицательный знак им, потому что было более 3 шагов выполнено между прыжками. То есть это сразу идет в... То есть приставил Да, ногу, и распечатку у тебя потом. уже сразу следующий шаг. Потому что, да, нельзя больше 3 шагов выполнять между элементами, между прыжками. Очень обидная ситуация. Это вот к вопросу, что каждый элемент очень важен. Несмотря на то, хореографический он или нет, он может стоить, и он стоит баллов. Да, у этого хореографического элемента, как известно, только один уровень. У него уровни не выставляются, но оценка судейская, конечно же, может сильно подкосить. То есть где-то балла 3-4, да, они здесь потеряли. Да, была допущена ошибка, поэтому потеря баллов
караул. Неизбежно, И к сейчас вы видите, какие были проставлены оценки по элементам. И так получается, что при наличии довольно-таки высокой оценки за компоненты, они, тем не менее, проигрывают не только Дарье Дрожиной и Ивану Тельнову, но и в общей сложности Милане Жабиной и Вениамину Башурову. То есть Анна Билибина и Дмитрий Кашаев свою гонку за третье место на данный момент прекратили. А вот Дарья Дрожина и Иван Тельнов еще в обойме, что называется, потому что, напоминаю вам, разница между ними и теми спортсменами, которые претендуют на третье место, в том числе Варварой Слуцкой и Глебом Гончаровым, очень-очень мала. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров на льду. Хитовая песня нижегородской группы «Бон с кнопкой» под названием «Кухни». Уют, доверительная обстановка, забота и прощение произвольной этих очаровательных спортсменов. Как же здорово работают в группе Рублевой, Шефера и Плишкина. Потрясающе ставят интересные программы, необычные и по стилю, и в том числе вот по компоновке. Да, очень и технично сегодня все было, и очень креативно.
То есть очень много креатива. К примеру, мы потом на повторах увидим, но я уже не могу просто сейчас даже об этом не сказать, что ребята выполняют хорео-дорожку от короткого борта до короткого борта. Обычно мы ее привыкли видеть от длинного до длинного, а тут они делают ее совершенно по-другому. Это потому, что свою дорожку на уровень они делают по кругу, и по правилам можно, если вдруг одна по такому рисунку, другую дорожку хореографическую делать по другому рисунку. И ребята большие молодцы, что креативят, что делают. И тут огромное спасибо их тренерскому штабу за то, что ставят такие яркие программы. И ребятам за то, что они их исполняют на высочайшем уровне. Порадовали тренеров, и тоже держали мы пальцы за твизлы, и все вроде бы было в порядке, хотя там не знаю, какой будет итоговый уровень, но это мы сейчас посмотрим по оценкам. Поддержка по прямой, 4-й уровень сложности. Очень красивые позиции. И вот сейчас мы видим ту самую секцию твизлов. Здесь есть, конечно, которое, расхождение. Да, небольшое замедление у Варвары. И предполагаю, что в связи с этим ей ставят 3-й уровень, посчитали тройку, нашли эту тройку. Поэтому снизили уровень. Но при этом они были исполнены хорошо по сравнению со вчерашним днем. Они были исполнены гораздо чище. Ребята большие молодцы, что провели работу над ошибками так оперативно. Ну и ход есть у них все-таки в твизлах, это не какие-то там куцы и твизлы. Нет, ребята работают, все будет, ничто никуда не денется. Сегодня очень близко спортсмены катались к бортам. Я аж в моменте переживала, к примеру, вот сейчас хорео-слайдинг, который получил очень хорошую надбавку, 2,32 балла. И завершили они его прямо у борта. К сожалению, на повторе мы это не увидели. Это было не прям... увидишь на экране, это видно только на стадионе, как вот они через весь каток делают свою дорожку. Прекрасно, прекрасное выступление. И осталось только понять, с каким конкретно результатом они здесь финишируют. Ребята Супер молодцы, довольны, хочется да. их поздравить. Выложились, Их тренерский молодцы, штаб тоже душевно. хочется поздравить. Вот сейчас видим Ивана Шефера, Сергея Плишкина на экранах вместе с ребятами. Вот вам разблюдовка по всем оценкам. Элементам. Иван и Сергей сразу так наклонились к экрану посмотреть. Да. Ну что, они точно на пьедестале. Варвара и Глеб получают 168-91 в общей сложности. Это на 2,5 балла больше, чем Брошина и Тельнова. И впереди выступление еще 2 дуэтов. Первый из них — это Зоя Пестова и Сергей Лагутов, ученики Ирины Жук, Александра Свинина. Программа в духе авангардизма, асимметричные костюмы, синкопированный Шопен. Ученики Свинина и Жук завершают свой, надо сказать, нелинейный сезон. Поэтому желаем им удачи в этом произвольном танце.
блестящее выступление Зои Пестовой и Сергея Лагутова. Эмоции перехлестывают просто этих спортсменов. Очень мощное было катание. Сейчас мы видим, что Зоя растрогалась. Ну, это прям, Ой, правда, очень. был выплеск Да, эмоций настоящих. настоящий. Мы не можем не отметить, что мы сегодня на тренировках, конечно, волновались за ребят. Да, сегодня Не все шло хорошо. не хотя- все получалось. Да. И это вот к вопросу о том, что в нужном месте, в нужное время надо собираться. И ребята собрались и выдали мощнейший прокат. И С такой еще интересной чистейшее программой, катание. столько творчества в этой программе, неординарного, и интересного. Такой, в общем, у них был сегодня и ход. Работа с деталями и попадание во все музыкальные акценты. То есть что хореодорожка, что даже с самого начала программы уже подразумевает собой такую прям заявку на то, что сейчас мы увидим настоящее мастерство. Вот, собственно говоря, начало самой программы, которую мы видим на повторе. И блок на одной ноге, дорожка на одной ноге. Очень глубокие ребра, и спортсмены получают хорошие уровни за нее. У партнерши он второй, у партнера третий. Твизлы, которые сегодня на тренировке не удались у партнерши. Второй твизл, там была допущена ошибка. Сейчас они были очень близко исполнены, очень хорошо, но партнер не взял купе с самого начала, то есть оно у него отлетало, и поэтому не была соблюдена черта сложности, и сразу же у нас слетает уровень с 4-го на 2-й. Очень досадная ошибка. При этом у партнера. При этом очень хорошие плюсы получают ребята, хорошую надбавку. Это вот хореографический слайдинг. Ход, в который всегда вызывает такое эмоциональное. Да, потому что ощущение, что да, сейчас будет поддержка, а вот нет. На скорости катались сегодня ребята. Прям не сбавляли темп. Как вначале его взяли, так до конца его и пронесли на протяжении всего танца. Да, большие плюсы судьи ставят спортсменам, в том числе 3.32 за заключительный Элемент, да, за хореодорожку. большие Очень, плюсы. очень хорошо. Также под 3 балла за дорожку, 2,5 балла. Ну, в общем, везде больше 2 баллов практически за каждый элемент получают спортсмены. Это хорошее отношение судей сегодня. Потому что хорошее катание было, Да, конечно. да. 104 балла. Вау, говорит Ирина Жук на эти оценки. И поздравляем ребят с этим выступлением. Напоминаю вам, что сезон так вот сложно у них начинался. Так потихоньку они в него входили. Сейчас на такой высокой ноте они этот сезон завершают в любом случае. Значит, серебряные призеры первенства, а теперь еще и в борьбе за первое место на финале серии Гран-при. Ну, а в завершении их главные конкуренты и лидеры после первого дня, победители первенства России и 2 этапов серии Гран-при Мария Фефелова и Артем Валов. Лирический тенор Томас Спенсер Уортли наполняет новым звучанием фундаментальные классические мелодии, как, например, «Аве Мария» Шуберта, которую вы услышите сейчас. Воздушно, полетно, уникально в исполнении этих спортсменов.
блестящее завершение соревнований у танцевальных пар в исполнении Марии Фефеловой и Артема Валова. Столько драмы, столько интересного взаимодействия в этой программе, которая была заложена их тренерами Алексеем Горшковым и Екатериной Рязановой. Это просто потрясающе. Мария Наотмашь Фефелова, сегодня Артем катались Валов. ребята. Особенно прямо в конце своего танца они выложили себя полностью, оставили внутри. И это было феноменально. Это было очень запоминающееся. Причем мне поначалу показалось, что ребята слегка переживали, волновались, когда выходили и вставали на начало своей программы. Справились и с волнением, и со всем остальным. И показали очень мощный, очень хороший прокат сегодня. Да, абсолютно слаженный. Сегодня у нас был непростой день. Вы видели, что многие ошибались прямо так катастрофически. Но вот лидеры остались верны себе и во всем прямо отточенно исполнили каждый элемент, каждую закорючку. Ну, закорючками это, конечно, сложно назвать, потому что Это сложно кивок в сторону технические технической бригады. повороты. У них там закорючки, которые, соответственно, делают отметки по каждому элементу. А элементы шикарные. Вот видим мы сейчас первый элемент, который был в их программе. Это дорожка на одной ноге. Третий уровень у обоих партнеров. И вот это вау-поддержка, комбинированная поддержка, Никогда никого которую- не оставляющие равнодушными. которую поставили технические специалисты за нее третий и четвертый уровень. То есть за первую поддержку третий уровень, за вторую поддержку четвертый уровень. Если честно, мне показалось, что была небольшая остановка между поддержками. Возможно, это как-то повлияло, и судейская бригада также это пометила, поэтому снизила уровень. Но, несмотря на это, все остальное было исполнено очень хорошо. Кроме вот сейчас вращения танцевальное также слетает один уровень с 4 на 3. При этом очень неплохая надбавка за этот элемент. Возможно, сегодня технически чуть-чуть ребята чувствовали себя более скованно, нежели чем на минувшем первенстве страны. Но при этом по эмоциональной составляющей, по отдаче все было гораздо сильнее. Вот по моим ощущениям я это сегодня так увидела. Ну, кстати, не знаю, поняли ли вы вчера и обратили ли внимание, что Артем Валов порезал себе руку на разминке, когда держал Визлом. конек над Визлом. И это именно его кровь была вчера на катке, и ее За убирали исполнение специально. произвольного танца Вызванная Мария бригада. Фефелова, Артем Вот. Валов набирают Может быть, 106. где-то что-то чуть-чуть, да, неудобства какие-то, но они настолько микронные по сравнению с мастерским превосходством этой пары сегодня. И с результатами, которые мы два дня. видим. Да. Это правда так. Они опережают на 4,5 балла в общей сложности своих ближайших преследователей Зою Пестову и Сергея Лагутова и становятся победителями финала Гран-при среди юниоров. Зал кричит, что они молодцы. Полностью поддерживаем. Ребята, большие молодцы. Хочется поздравить и их, и тренерский штаб с проделанной работой и с таким результатом. Очень хорошим. Но это была прекрасная борьба, совершенно выдающаяся борьба была и за третье место, которое в итоге заняли Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Ну и Зоя Пестова и Сергей Лагутов совершенно классно сегодня катались. Это было здорово. Да, полностью поддерживаю. Конечно, были некоторые шероховатости у других дуэтов. Не все задуманное получилось. И какие-то досаднейшие ошибки, оплошности. Однако это, я думаю, Но это вот такой соревновательный возможность, да, нерв, работать, который идти дал вперед. нам сегодня еще и настроение такого очень нервного турнира. Это тоже ценно. Конечно, конечно.
конечно. Это тоже опыт. Да. Спасибо всем танцорам, спасибо всем зрителям, спасибо, София, тебе. Спасибо большое, Василий. Спасибо большое всем, кто смотрит и любит фигурное катание и болеет всей душой за танцевальные дуэты. И не только за танцевальные дуэты, а просто сопереживает каждому спортсмену на льду.
господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров в танцах на льду. Победителями турнира стали Мария Фефилова, Артем Балов, Московская область. Второе место заняли Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва. На третьем месте Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. Простишь меня за все или в одежде тихо плакать. Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на груди. Награждение победителей и призеров проводят рефери Алла Шаховцова и технический контролер Юлия Андреева. Награждается тренер победителей Екатерина Рязанова. Фотография на память. Наши поздравления победителям.
Добрый день, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Челябинске на ледовой арене «Трактор» на финале всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди спортивных пар. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед. И напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 4 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 5 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 6 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 7 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Арина Парсегова, Матвей Богданов, Москва. София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Мы вновь приветствуем вас на финале Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Наша трансляция ведется из Челябинска. Уже первый комплект медалей разыгран юниорскими танцами на льду. И сейчас очередь спортивных пар. И как и вчера у комментаторского пульта я, Максим Троньков, и заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Морозов. О, привет. Ты в предвкушении, я уверен. Привет, Максим. Добрый день, добрый вечер, наши слушатели, телезрители. Ну что, спортсмены уже на льду, разминают свои произвольные программы. Мне кажется, что сегодня будет интересная борьба, жаркая борьба. В заявке контента стоят и четверные элементы, такие как выбросы, подкрут у разных пар, плюс очень много сложных каскадов прыжковых. Поэтому будет интересно сегодня смотреть. Ну а мы будем помогать, комментировать, разбирать. Надеюсь, что ошибок будет не так много, и нам не придется много давать своих комментариев. Да, ну и первыми на лед выйдут Арина Парсегова и Матвей Богданов, у которых вчера не все получилось в короткой программе, поэтому довольно скромная сумма баллов по итогам этого вида. Именно они откроют первую разминку, откроют эти соревнования. Конечно, ребята могут больше, и они уже в этом сезоне показывали очень хорошее катание. Я уверен, что в произвольной программе при должном настрое ребята смогут подняться в турнирной таблице, а может быть даже и
удивить нас чем-то новым, потому что развиваются они не по дням, а по часам. Вторыми на лед выйдут София Диана Касинц, Александр Бригей. Пара Александра Смирнова, который тренирует в школе Тамары Николаевны Москвиной. Тамара Николаевна мы уже с Владимиром в кулуарах встретили, поздоровались. И, конечно же, она тоже сейчас здесь, на ледовой арене, будет наблюдать за молодой парой, тренирующимся в ее центре. Вот на наших экранах как раз Александр Смирнов, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира. Вместе в паре с Юкой Скавабути они были первой парой страны в 10-е годы. Кира Доможирова, Илья Вигера третьими выйдут в этой разминке. Эта пара представляет Пермский край, тренерский штаб Павла Слюсаренко. Здесь с ними Татьяна Дудвасева, одна из тренеров. Такая же, как Егор Закроев, Павел Слюсаренко. Этот тренерский штаб уже давно удивляет сильными спортсменами на соревнованиях любого ранга. Подъезжают, получают последние наставления от Татьяны Дудвасевой ребята, от хореографа Сергея Плишкина, который вчера отпраздновал свой день рождения, с чем мы его и поздравляем. Вот на наших экранах и тренерский штаб. Ну и закроют выступление в первой группе Таисия Гусева, Данила Овчинников. Таисия, наверное, главная звезда здесь, в Челябинске, потому что она местная спортсменка, и есть баннеры, пришли ее поддержать семья, друзья, бабушка на трибунах. То есть здесь у нее, наверное, самая такая большая поддержка. Ну и еще стоит напомнить, что Павел Астахов, который во второй группе будет кататься, тоже челябинец, и тоже, я уверен, вся его семья будет на трибунах. Поэтому следим за этой парой особенно. Вчера им родные стены помогли, очень уверенно они откатали короткую программу, открывали они соревнования спортивных пар и, может быть, где-то только поэтому оказались в первой разминке. Конечно, катались достойно, но, к сожалению, только 4 места в каждой из разминок, и не влезли они, были пятыми. Но еще же все может поменяться сегодня. Короткая программа — это всего лишь разминка перед произвольной. Да, и действительно отрывы у спортсменов все досягаемые, они такие большие. И уже первенство России нам показало, что в парном катании все может поменяться. Ну и очень хорошие суммы баллов, даже отталкиваясь от прошедших коротких программов на первенстве мира, на юниорском чемпионате мира, мы можем сказать, что в сравнении наши пары довольно хорошие баллы набирают и очень катаются уверенно. Вот и мы на ваших экранах. Владимир Морозов и Максим Краньков. Приветствуем вас из Челябинска. Всем привет. До завершения разминки осталась 1 минута. Тем временем 1 минута остается до окончания разминки. Совсем скоро наступит развязка. Последние прыжки, последние попытки мы видим на льду у наших ребят. Тренеры, я думаю, тоже в напряжении. Особенно, конечно, Тим Тутберидзе, у которых аж 6 пар на этом турнире. Вот они на наших экранах. Первая разминка. Дмитрий Забнин. Все спортсмены такие собранные сегодня, сконцентрированные. Сильно отличается со вчерашним днем настрой, и видно, что ребята готовятся показать серьезное сегодня катание с серьезными элементами. Желаем им всем удачи и гладкого льда. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Арина Парсегова, Матвей Богданов, Москва. Арина Парсегова, Матвей Богданов открывают соревнования спортивных пар в произвольной программе. Ребята представляют Москву, центр фигурного катания Терри Тутберидзе.
Ну что ж, браво, ребята. Это гораздо лучше, чем вчера. Мы не видим такой большой радости у них от чистого проката, потому что они все понимают, что вчера очень много упустили. Но сегодня они могут, я думаю, друг друга поздравить с этим катанием, потому что это было действительно очень уверенно, очень сложно и очень-очень красиво. Большие молодцы. Совершенно другой прокат, нежели вчера. И элементы были, которые повторялись сегодня, были по качеству гораздо выше, чем в короткой программе. И на подкрутке, и на выбросе. То есть никаких сегодня ошибок явных не было. По уровням Тодес единственное, что третьего уровня, хотя мне показалось, что было на грани третьего-четвертого. Поэтому, конечно, на усмотрение технического специалиста будет выставлена оценка. Ну, у нас вообще техническая бригада работает очень-очень, так скажем, жестко по отношению к юниорам, потому что даже здесь мы видим, что, казалось бы, прыжки были шикарно выполнены, сложнейшие, флип, луц, но никакого тебе поощрения. Ребята получают attention такой за луц, потому что ребро не увидели четкое судьи. И вот здесь вот поставили, кстати, на двойном акселе недокрут кому-то из ребят, пушечка. То есть вот... Я думаю, что это Арине на акселе поставили. Вот, и как бы казалось бы, что все здорово, а техбригада все равно довольно-таки жестко каждую ошибку учитывает и не прощает. Но сегодня, правда, молодцы. Очень хорошая пара, очень красивый дуэт. Как будто бы подходят очень друг к другу, правда, ребята? Такие два милых, симпатичных, во-первых, тоненьких. новый дуэт. Да. Не так долго они в паре катаются, и еще многому предстоит научиться, но для старта это очень прилично, и большие перспективы, наверное, можно сказать так даже, есть у этого дуэта. Поэтому желаем им дальнейшего развития и успехов в следующем сезоне. И даже вращение хочу отметить. Совместное вращение. Ребята все время в этом сезоне не брали положение сидя. И сегодня я прям видел, как Матвей старался. И вот в итоге получил, наконец, 4-й уровень к концу сезона. Вот что значит работа. 118,72 балла. Именно от этой суммы в произвольной программе мы будем сегодня отталкиваться уже при просмотре следующих пар. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. София Диана Касинс, Александр Бригей, центр Тамары Николаевны Москвиной, тренер Александр Смирнов и их произвольная программа. Отель Гранд Будапешт. Именно так называется их композиция.
молодцы ребята, молодцы вообще сегодня пара, уже вторая пара к ряду радует нас очень уверенным катанием. Да, была небольшая ошибочка, но все это мы обсудим, еще покажем, когда будут повторы. Так хочется сказать, что как будто бы два лучших проката в этом сезоне сделали ребята. К концу сезона прямо нашли себя, и в короткой выглядели довольно уверенно, и в произвольной тоже для себя очень классно катались. В конце, конечно, немножко тяжело уже было, видно было, что и поддержка последняя так была тяжело выполнена, но в целом нигде уровни не потеряли, и все удержали, все доделали. Немножко Тодос, мне показалось, был высоковат, но все это только техбригада может нам сказать точно. Как оно будет. Александр Смирнов тоже, как мы слышим и видим, абсолютно доволен. А вот мне не показалось, что было тяжело в произвольной программе. Было ощущение, что при заходе на такие верхние элементы, как поддержки, как на подкрутку, вот именно не было набора скорости достаточного. И плюс еще на самом элементе ты теряешь скорость. Поэтому казалась тяжесть такая, общее Как впечатление. раз ошибочка, двукратная тройка после исполнения Луца. И еще и ребро находит здесь судейская бригада. То есть так понизит им этот элемент. Это единственная, наверное, видимая ошибка была за весь прокат. Да, подкрутка оценена 4-м уровнем сложности. Ну, все было. Руки, ловля и шпагат. Параллельный тройной сальхов. Немножко так горошком выполнили, но для юниоров допустимо. Но надо поддоработать этот Но элемент. Сальхов остался в нулевой зоне, без джуи. Просто базовая оценка. 4.30 ровно. Выброс флип сегодня гораздо лучше, чем в короткой программе. Да просто шикарно. Сегодня уже Отлично. вторая пара делает выброс, в котором вчера была ошибка. И задаешься вопросом, почему вчера оно случилось, если вы так здорово умеете это делать. Ну, возможно, первый день старта, первый адреналин прошел, и сегодня уже на спокойных ногах Да, выходили, вот только катались. один оборот, к сожалению, в низкой позиции, поэтому только первый уровень на Тодосе. Всем привет. Мам, привет. А что было принести? За исполнение произвольной программы София Диана Касинц, Александр Тригей набирают 120,86 балла. 120,86 балла, и по произвольной программе это текущее первое место, и обходят они Парсегову и Богданова, Первое место. тем самым пока лидируют. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Кира Доможирова и Илья Вегера, Пермский край. Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край, и их полюбившаяся зрителю программа «Прекрасное далеко». Крылатые качели, именно такая компоновка музыки. Вперед, ребята, удачи! На месяце апреле старом парке танцует, и веселые качели начинают свой разбег. Глаза дымятся на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Улыбая в вышине,
Увы, видимо, это по реакции спортсменов. И мы также с Владимиром весь прокат разбирали, что же случилось и почему второй год катают уже эту произвольную программу ребята, и никак у них не получается как-то собрать в кучу, что ли, в этом сезоне все элементы. И здорово они катались на Кубке Первого канала среди юниоров. Обыграли там и Шешелеву, Карнаухова, и Зою с Артемом. То есть, ну, казалось бы, все этой пары есть, но почему-то вот на соревнованиях не все всегда получается. Конечно, яркий дуэт с очень интересными находками, с классными поддержками, с элементами 4-го уровня. Но когда дело доходит до прыжков, до координации онных элементов, возникают проблемы. И проблемы очень серьезные. Не получилось только сегодня прыжковые элементы. Первые 2 прыжка, каскад не получился и выброс. Первый был тоже в 2 ноги. Сейчас на повторах все посмотрим. То есть вот подкрутка, да, здесь отсутствие шпагата, как мне кажется, поэтому... Мне кажется, ловлю не взяли. Вот двойной сальхов, одинарный аксель. И ну, в конце уже пристегнуло 2,5 аксель. Но он тоже был недокручен, и мы видим это, что и судьи отмечают это. Тулуп, конечно, здесь очень неприятное падение. До конца Илья боролся, но... Самое неприятное, что партнерша сделала двойной, а партнер упал, и получается это одинарный, двойной с падением. Это совсем маленькая оценка. Это даже... И вот тоже здесь надо отметить, что 2 ноги с выбросом. На прыжке даже не 0, а ты просто в минус, получается, уходишь. Зато вот Тодос и вот эти все элементы, и выброс в конце программы Ридбергер шикарный был выполнены. Ну и поддержки, это как эталонные элементы пермской школы. Поддержки и акробатический спуск, все было хорошо. Конечно, здесь большие надбавки они получат за парные элементы, но... Да, вот очень интересные находки, все это без потери хода, без каких-то зубцов, то есть без видимых усилий. И все это, конечно, судьями будет отмечено. Все вот эти вот интересные перехваты при входах и выходах из поддержки. Выход из парного вращения. Работала команда по поиску каких-то креативных решений, каких-то спусков креативных. И это действительно смотрится на льду очень хорошо. Я думаю, что тяжело им в произвольной будет быть выше, чем предыдущие пары. А как это будет по сумме сейчас? 107,20 балла. Текущее 3-е место. И 3-е место по сумме пока. То есть пока что ребята... Ну, я думаю, что это объективно. Мы сами все видели. Удачи в будущем. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Эдвин Мартон, Артон Айс. Домашний лед для Таисии, поддержка. И наша, конечно, с Владимиром тоже. Пара представляет Москву. Центр фигурного катания Терри Тутберидзе. Удачи!
Казалось бы, хотелось прямо вскочить с места, когда такой сложный элемент, как четверной подкрут, ребята сделали. И делали они его уже в этом сезоне и на 3-й уровень сложности. Пока судейская бригада еще смотрит и все-таки оставляет его 2-м. Но, конечно, такая грубая ошибка у Дани на каскаде. Все мы понимаем и видим. Все у него на лице, всю программу все было написано. Так он как будто бы не мог себе простить этой ошибки. Сложный каскад. Тройной лут, тройной тулуп. И вот тройной тулуп, к сожалению, не удался у Данила. И двойной аксель уже можно было это если и не делать. Но вся остальная часть программы выглядела очень уверенно. Здорово, что ребята не рассыпались, что ребята собранно продолжали кататься. Особенно Тасю хочется похвалить. Огромная молодец, прям характер. Видно характер в таком вот маленьком, хрупком человечке. И такой сильный характер. Прям не отпускала себя всю программу. И выбросы четко приземлялась со всех элементов. С таким очень напором они сильным начали свою произвольную программу. На большой скорости они зашли на четверной подкрут. Вот нам показывают. С такой же скоростью мне показалось большой. Прям они пошли на каскад. И вот здесь, конечно, падение было со 2-го прыжка, с тройного тулупа. Сложный действительно каскад. И много оценок он приносит всегда. Но сегодня он не случился. Также параллельный сольный тройной флип. Сделан был хорошо и оценка соответствующая. Тодес чуть-чуть, мне кажется, не закрыл 3-й оборот. Партнер, поэтому уровень 3 всего лишь. И хочу напомнить, что каждый уровень приносит на Тодосе полбалла. Соответственно, здесь потеря была полбалла. В короткой программе полбалла уже целый получается. И на простых элементах, когда теряют пары уровней, это в сумму такую существенную превращается. И при том, что делать четверной подкрут, сложные прыжки, каскады, не делать потом Тодос. 4-й уровень, не знаю, с чем это связано, но думаю, что исправится в будущем. А по поводу поддержек, выбросов, ну, здесь было сделано чисто, хорошие выбросы, уверенные выезды. Не самые амплитудные, но в любом случае на выезде никуда не качало, уверенно катилась в позиции. Но они достаточно пролетные, они, может быть, не очень высокие, но, тем не менее, в длину они довольно хорошо крутятся, поэтому момент амплитуды, я думаю, еще она придет. За исполнение произвольной программы Таисия Гусева, Даниил Овчинников набирают 117, Скромно 117, 62 сотые, текущее место 3-е. 185,4. На данный момент они занимают 2-е место. Этим самым уступают они Касин с Бригею и располагаются на 2-м месте. Достаточно плотно пока идут пары. Встречаем на льду участников 2-й группы. Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Зоя Ковязина, Артемий Мохов, Москва. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. На льду 2-я разминка. 4 сильнейшие пары после короткой программы. Это Полина Сажина, Алексей Белкин, Зоя Ковязина, Артемий Мохов, Ольга Савада, Павел Астахов и Полина Шешелева, Егор Карнаухов. Все эти пары представляют Москву, одну тренерскую группу, один центр фигурного катания Терри Туперидзе. И, Вова, вот как ты считаешь, давай подискутируем на эту тему. Казалось бы, когда-то ты пришел в группу Терри Георгиевны, единственной парой, будучи в 2021 году, готовиться к Олимпиаде 2022 года. И после этого посмотри, какое наследие. Как будто бы Терри Георгиевна загорелась парным катанием, создала группу. Сама очень плотно работает на всех тренировках, практически присутствует на всех прокатах. Весь тренерский штаб, и Дани Глихенгаус, и Сергей Викторович Дудаков. И ребята выходят на одиночный лед, прыгать прыжки. С чем связана такая любовь Терри Георгиевны к парному катанию? Не ты ли привнес? Ой, я надеюсь, что какая-то часть
мои заслуги в этом есть, что образовалась такая сильная группа парного катания на катке у Этери Георгиевны. И пар много, пары сильные и с большим, наверное, будущим. Это в любом случае наше будущее. Когда-то они выйдут во взрослые соревнования и будут приносить, будем надеяться, что будут приносить медали чемпионатов Европы, мира, олимпийские медали. И, конечно, классно, что Этери Георгиевна выделяет своих одиночниц под парное катание, сильных одиночниц полным набором прыжковых элементов со всеми каскадами 3-3, со всеми тройными. Такое ощущение, что даже вот мальчика сейчас сложнее найти партнера, нежели найти себе девочку пары. Поэтому желаю только процветания и развития этой группе. Да, ну и здесь собраны, скажем так, не скажем так, а так и есть сильнейшие юниоры, сильнейшие пары в этой разминке, потому что только вот Таисия Гусева, Данил Овчинников, будучи бронзовыми призерами чемпионата России, здесь, да, с ошибками выступили, и поэтому, к сожалению, не попали в эту разминку. А так здесь первое место первенства России, второе место первенства России, четвертое место первенства России. И вот Зоя Ковязина, Артемий Мохов, они на этом турнире просто обязаны реабилитироваться за ту неудачу, за тот неудачный прокат, который выдали на первенство. То есть там, ребят, ну, буквально было не узнать, не знаю, что с ними случилось. Где-то, может быть, переволновались, потому что конкуренция и внутри группы очень высокая. Ребята вместе на одном катке тренируются, в одной группе катаются, всегда друг друга подстегивают, и не всегда психологически можно выстоять. Но они косвенно, можно сказать, каждый день друг с другом соревнуются на каждой тренировке. Так или иначе, все равно ты видишь, что делают твои конкуренты на льду, находясь с тобой, и ни на минуту не расслабиться, так сказать. Да, это действительно так. И в этой разминке тоже будут очень-очень сложные элементы. Мы обязательно, я думаю, увидим четверной выброс в исполнении Ольги Сабады и Павла Астахова. Они уже удачно выполняли этот элемент на первенстве России. Не знаю, пойдут ли здесь на него. Даже специально не стал спрашивать ни у тренеров, ни у самих ребят, чтобы для меня это стало сюрпризом. Но пока, судя по разминке, подводятся они к этому элементу. Ну и на наших экранах Дмитрий Завнин, вновь Филипп Тарасов и вновь Максим Болотин. Те люди, которые как раз и создают вот этот клуб парного катания на базе центра Этери Тутберидзе. Ну здорово, что столько специалистов, конечно, ребятам помогают, и хореографов, и специалистов по скольжению, по выполнению шагов. Мы с Володей всегда, если в гости приходим, тоже обязательно своим советом поддерживаем ребят. Но это еще не весь штаб, который работает с группой. У бортика стоит. Да, это там целая команда. Все, и привычная всем ТШТ, как называют болельщик, тренерский штаб Тутберидзе. Я уже повторюсь, Сергей Викторович всегда на прыжках, всегда готов помочь, подсказать. И всегда ребята к нему подходят абсолютно свободно, спрашивают, не могли бы вы посмотреть, он всегда поможет. Этери Георгиевна, которая вообще идейный вдохновитель всей большой команды, и у нее не забалуешь, что называется, и дисциплина, и хореография, и расслабляться в этой группе точно нельзя. Ну и Данил Маркович тоже всегда с творческой своим мышлением всегда подскажет, всегда посоветует, как лучше зайти, как лучше сделать жест рукой. Ну и в технике тоже очень хорошо понимает. И что нас удивило, Этери Георгиевна, кстати, тоже в парном катании очень хорошо понимает, потому что тоже каталась, делала очень много парных элементов в момент выступления из ледовых шоу. Поэтому мы, когда с Владимиром работали вместе с Этери Георгиевной, всегда она нас удивляла своими решениями. Но она заинтересованно относится к парному катанию, и если какие-то ей вопросы непонятны, она очень всегда вникает в детали, в нюансы парного катания, всегда интересуется, спрашивает, что ей непонятно. Поэтому человек увлечен полностью этим видом. Ну и как результат мы видим, что и первые 5 мест первенства России у этого тренерского штаба. И сейчас посмотрим, как закончатся эти соревнования. Пока что, напомню, лидирует Касинс Бригей из Санкт-Петербурга. И вот
именно с этой парой предстоит соревноваться следующим 4 участникам. Разминка тем временем подошла к концу. Совсем скоро мы увидим первую произвольную программу в этой разминке. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Ну что ж, сильнейшая разминка начинается с выступления Полины Сажиной и Алексея Белкина. Ну, тоже не без борьбы, увы и ах. Ошибка-то абсолютно ненужная и непонятная случилась во время исполнения прыжковых элементов. Все это мы, конечно, обсудим, но в целом все равно хочется поздравить ребят, потому что такой первый сезон в такой конкуренции и столько успехов в этом сезоне, что, да, может быть, до конца где-то сезона не хватило. Сегодня, конечно, не самый прокат удачный для этой пары, потому что видели мы гораздо сильнее их катание. Но самая, конечно, большая потеря при исполнении каскада
Но очень жалко пара, мне понравилась, хорошая программа, хорошо катаются вместе, друг к другу подходят. Вот не договорились на каскаде, когда его делать, в первой попытке или во второй. Так, к слову, когда спрашивают, особенно одиночное катание у парников, а вы успеваете в программе договориться, разговаривать о чем-то, то вот наглядный пример, что нет. Пары не разговаривают между собой во время выступления. И как раз произошло такое, наверное, недопонимание между партнерами на исполнении вот тройного луца. Здесь должен быть каскад, и партнер пошел продолжать дальше связку комбинации. А девочка хотела перенести каскад вот как раз к этому к флипу, и получился всего лишь тройной луц и одинарный тулуп. Да, даже, и даже засчитан. можно было сделать, в принципе, по линии одинарный тулуп. Даже Горохов, когда она уже увидела, что это произошло, и добавить двойной аксель еще. Но чтобы это, хоть какие-то баллы это набрать. такой момент быстрый. Но ты не что успеешь сообразить в моменте, да. Еще выброс был на 2 ноги в степ-аут. Сальхов выброс не самый дорогой, второй выброс был чистенький, но можно было, наверное, и на Ридбергер замахнуться. Ну, учат ребята. Прыжковый контент позволяет. Только в августе Полина пришла в парное катание. Это бывшая одиночница. И посмотри, сколько она научилась. И подкрутку, безусловно, и безусловно, четверной подкрутку, кстати, хорошая на тренировках ребята делают. И тодосы, и вращения. Ну, все сразу научиться невозможно. Поэтому, конечно, я уверен, что в следующем сезоне ребята будут делать уже сложный набор выбросов, и флипы, и Ридбергер. Но пока с Сальховым. Им этого хватало на протяжении всего сезона, чтобы быть в призах на всех соревнованиях. Ребята занимали призовые места, в том числе на первенстве России. Первенство России призовную программу вообще выиграли. Сегодня, конечно, будет скромная сумма баллов из-за этого каскада. Совсем мало. 112-96. Это 4-е место по произвольной. Ну, за каскад вот 4,60 лет оценка. А с выполненным чистым исполнением там баллов под 15, мне кажется, где-то 12-13. Да, и очень много теряют ребята. Но сейчас наше внимание к Зое Ковязиной и Артемию Мохову. Именно они представят своего гладиатора, свою произвольную программу. Хочется, чтобы у ребят уже наконец все получилось в этом сезоне.
Золя Ковязина, Артемий Моков. Прям выдыхаю вместе с ребятами. Очень напряженный прокат, но увидел я, как Зоя рукой после выброса Ридбергера победно сжала кулак. И молодцы ребята. Сейчас только один элемент у них на пересмотре. Это последнее совместное вращение, потому что как-то вышло так, что ребята немножко опаздывали в музыку. Сейчас только будем ногу твою смотреть. Если ты отперся. 100%, да. Промежуточные лидеры сейчас будут. Прокат хороший. Была небольшая заминка на каскаде у партнера после тройного флипа и выкачивал. И, кстати, сразу же Филипп сейчас об этом сказал. Ну, сейчас только твою ногу будут смотреть, оперся ты на нее или нет. Ну, поставил на лед, поставил. Но он не опирался точно. С нашей позиции комментаторской было видно это хорошо. Лед задел, я не знаю, скорее всего, просто пойдут... Отминусован, да, будет каскад. Пойдут Джоуи на минус. Еще и ребро там находят. То есть так по Джоуи просядет этот каскад, но в целом во всем остальном ребята молодцы. Вот смотрим. Флип. Рукой он коснулся и ногой тоже, да, чуть-чуть. Но доделал. Да, доделал. Что похвалить. Причем так подумали они перед первым акселем. Я думаю, неужели сейчас вторая пара к ряду что-то придумает. Но нет, все-таки поборолись за этот каскад. Выбросы были шикарные. Ридбергер параллельный прыжок был тоже шикарный. Поддержки как будто бы немножко под контролем так были сегодня. Нигде не хотелось потерять. Хорошие проходы были, без потери хода, без зубцов в поворотах. Позиции интересные, поэтому с поддержками проблем не было. Как будто бы это такая пара, Вов, как вот ближе к нашему с тобой поколению, да, как-то вот она больше такая похожа. Вот я Тодос хочу обратить внимание, что старался дотерпеть до 4-го уровня, но все равно поставили, по-моему, 3-й. Не нашел там судья 3 оборотов. Ну, здорово, что не стал терять по Джоуи в этом Тодосе. То есть, когда почувствовал уже Артем, что теряет он позицию, теряет ход, выехал в скорость, то есть оставил этот элемент плюсовым. Да, он 3-го уровня, но зато по Джоуи... Но по Джоуи было бы больше, если бы он сделал 2 там, с 1/4 оборота на 3-й уровень и не пытался еще вот эти вот полоборота докручивать до 4-го уровня. Но он так и сделал. Он сделал почти 3. Да, ну 3 пограничные. 3 чуть меньше или 3 чуть больше. Ну что поставят судьи, посмотрим. Останутся ли они в лидерах. 125, это очень хорошая оценка. 125 баллов ровно, текущее первое место. Ребята уже абсолютно точно в призах. И для соперников тоже эта сумма волнительна, потому что 193-73, почти по 200 баллов. Вот такие у нас юниоры. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Ольга Сабада, Павел Астахов. И, конечно же, их волнительная произвольная программа. Прежде всего мы ждем четверной сальховский выброс.
Ну, такого я не видел, мне кажется, никогда у этой пары. В принципе, не свойственно им такое катание. Но как-то с первого же элемента как не пошло, так и не пошло. И попытка четверного выброса, конечно, была, но абсолютно ни в темп, ни куда. И как и прыжки, как и еще один выброс, конечно, столько ошибок, 3 падения. Ну, вообще без координационных элементов сегодня произвольная программа у Оли и Павла. Очень жаль, да, что получилась такая произвольная, начиная с первого элемента, там как эффект домино уже подряд элементы не получались. Да, сейчас всем сложно находить слова, и нам, комментаторам, и тренерам для своей пары, а тренерам еще и следующую пару выводить. Поэтому тут ничего не поделаешь, тут надо... Это спорт, к сожалению. Так бывает. Уметь держать удар, уметь нервное напряжение приводить в нужное русло, использовать Вот этот адреналин. Первый каскад. Да, и сразу падение. Но причем перенесли они каскад все-таки. А второй Да, ну вот выброс. попытку. Выброс. Положение в воздухе было не самое комфортное. Такое ощущение, что вперед ноги летели. Ну, как будто не корпуса, попали да. совсем в него. И, возможно, там даже еще недокрут найдут на выбросе. Я думаю, такого не случится, но вот Ридбергер мы видим. Но каскад перенесли, казалось бы, что уже Да, но здесь получился. недокрут на двойном акселе на втором, и у Оли опять, и потом вообще одинарный одинарный. аксель. То есть, что переносили, что не переносили, обнулили. Ну, маленькая выгода, возможно, есть. Сил потратили много. Сил потратили не просто много, а огромное количество, потому что вот это вставать со льда, догонять партнера, и психологически очень тяжело еще всю программу докатывать. И здесь тоже очень болезненное падение. Ну, так еще надо встроиться в программу, в музыку, и все это тоже отнимает очень много энергии. Ну и докатывали, конечно, уже без настроения. Ну какое тут настроение, когда ты понимаешь, что ты боролся за первое место, а теперь как бы не оказаться на последнем с таким прокатом. То есть, конечно, все это в голове крутится. И... Ну, разборы надо делать после проката. За бортиком, в кисенька и в раздевалке. Докатывать в любом случае надо. Ни в коем случае не бросать под программу. Да. За исполнение произвольной программы Техническая оценка очень важна. набирают 102,90 балла. Сумма за 2 программы 173,87. На данный момент они занимают 6-е место. Ну, не последние. Это уже слабое утешение, но как есть. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, лидеры юниорской сборной в парном катании, двукратные победители первенства России. И их произвольная программа «Вивальди. Времена года».
Ну, браво, браво. И какое напряжение. Полина аж плачет. Посмотрите, это такой юный спортсмен. Вот так до слез можно кататься. Аплодисменты, классный прокат. Получили все удовольствие от просмотра. Ты можешь себе представить, что сейчас на твоих глазах произошло? Да, мы увидели каскад, который я видел еще и в чистейшем исполнении на Кубке Первого канала. Тройной флип, тройной тулуп, тройной тулуп. Мы увидели четверной подкрут третьего уровня. И можешь себе представить, что вот с таким же прокатом, только еще с чистейшим каскадом, эта пара на Кубке Первого канала юниорском проиграла последней паре этого турнира Домажирова и Вигер. Представляешь, какая конкуренция? Давай. В течение сезона. Ничего не добавить, нечего. Но, опять же, не с первого сезона они дошли до такого уровня. Поэтапно добавляли, и каскад усложнялся с каждым сезоном. Если раньше было 3-3 и, по-моему, двойной аксель добавляли, то сейчас уже из 3 тройных прыжков состоит каскад. Вот нам показывает четверной подкрут, кстати, со шпагатом, что очень большая редкость в четверном исполнении. Да, здесь только касание на ловле вот не взяли ребятам, чтобы 4-й уровень получить. Вот как раз тот самый каскад, тройной флип, здесь тройной крутик, тулуп. мне кажется, у Полины будет. И еще тройной тулуп. Находит там, да. И отдельно еще тройной луц параллельно. Прыжковый наборный самый сложный, который когда-либо был в парном катании. Ну, довольно строго по прыжкам судьи все-таки отсудили. И на втором прыжке нашли недокрут. Я думаю, что это ни на что не повлияет на итоговую таблицу. Чтобы сильно не отрывались, чтобы совсем уж соперников не деморализовывать, видимо, судьи решили по полной разобрать их. Даже разбирать ничего не хочется, просто наслаждаемся повторами. Ну, действительно, технический прокат просто волшебный. Конечно, выброс Ридбергера. Добавлять нужно в катании, в представлении программы все больше. Но когда такая сложность, как будто бы что там возможно добавить, когда ты в такой степени концентрации должен находиться на протяжении всей программы. Ну, когда во взрослые переходят юниоры, то там все равно немножко отличаются правила и в тех же поддержках, и по набору уровней придется все равно что-то новое учить в любом случае. Но браво, ребята, я думаю, что это за 200 баллов, я думаю, что это 100% первое место, 70 и 40 за технику. Хотя на луце тоже Q поставили. Я говорю, что строго прыжки отсюда. Да, первый. Мы поздравляем весь тренерский штаб Этери Беридзе с очередной победой в парах. Сразу 2 первых места. Чуть-чуть не хватило, чтобы всю тройку забрать, но безукоризненно сегодня практически катались Кассинс и Бригей, допустили меньше грубых ошибок и, как мне кажется, довольно справедливо заняли 3-ю строчку. Мы поздравляем всех участников, всех, кто смотрел и следил за этими соревнованиями, потому что действительно было интересно. Шешель-Вакарнухов, первые, Ковязина-Мохов, вторые, Кассинс-Бригей, третий, Гусева-Овчинников, 4-е, Сажина-Белкин, 5-е, 6-е, Парсегова-Богданов, 7-е, Сабада-Астахов и 8-е, Домажирова-Вигера. Таков итог соревнований не в произвольной программе, а уже в общем итоге наших спортивных пар на юниорском финале Гран-при России. Мы всех поздравляем. Надеюсь, что вам понравилось смотреть парное катание в нашей компании. Напомню, что с вами были олимпийский чемпион Максим Троньков, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов. Последние парники, кто добывали медали на Олимпийских играх для нашей страны. Мы с вами прощаемся. Желаем вам всем хорошего настроения. Продолжайте смотреть фигурное катание на Первом канале. Вов, спасибо. Всем спасибо. До новых встреч.
Сюда поставили. Я раскручу. Вот это не страшно. И винтили винтик. Как сидит. Ну, холод прикладывай, не стесняйся. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров в парном катании. Победителями турнира стали Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Второе место заняли Зоя Корязина, Артемий Мохов, Москва. На третьем месте София Диана Касинс, Александр Бревей, Санкт-Петербург. Награждение победителей и призеров проводят рефери Светлана Кандыба и технический контролер Ольга Кожемякина. Награждается тренер победителей Филипп Тарасов. Фотография на память.
Слышу. Раз. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Челябинске на ледовой арене «Трактор» на финале всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди юниоров. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Юлия Соловьева, Томск.
Судья номер 3 Юлия Андреева, Москва. Судья номер 4 Владислава Глазкова, Челябинск. Судья номер 5 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 6 Регина Трусова, Казань. Судья номер 7 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Наталья Лебедева, Московская область. Встречаем на льду участниц первой группы. Софья Смагина, Москва. Лидия Искачева, Москва. Арина Ореховская, Оренбургская область. Агата Морозова, Санкт-Петербург. Диана Митто, Москва. Елизавета Лабутина, Свердловская область. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются прямые трансляции из Челябинска на Первом канале. Финал Гран-при. Сначала юниорская часть, затем внахлёст взрослая часть. 2 комплекта медалей уже разыграны у танцоров и у спортивных пар. И теперь в дело вступают девчонки. Сейчас начнется короткая программа в юниорском соревновании девушек. И на комментаторской позиции Василий Соловьев, а также герои не только Олимпийских игр, но и не только чемпионата России, но того самого чемпионата России, который проходил здесь, в Челябинске. Когда-то эти трибуны аплодировали Анне Щербаковой и Михаилу Калиде. Я приветствую вас в вашем таком теплом родном местечке. Да, всем привет. Короткую программу сегодня будут исполнять девушки, а потом юноши. И вот первые 6 участниц с короткой программы у девушек уже находятся на льду. Эти спортсменки разминаются. Давайте их представим. Первой будет кататься Софья Смагина, ученица Сергея Давыдова. В этом году она дважды была серебряным призером на этапах серии Гран-при, но затем на чемпионате России, к сожалению, эту великолепную спортсменку постигла неудача. Она была всего лишь 9-й. И вот сейчас она возвращается на лед всего лишь через 2 недели для того, чтобы, может быть, взять какой-то своеобразный реванш за ту неудачу. Вслед за ней будет кататься Лидия Плескачева, ученица Светланы Пановой. Это серебряный призер первенства России. Великолепным образом она обогнала на 19 сотых Викторию Стрельцову и стала призером этого турнира. Ну, что касается Гран-при, то в Омске у нее было 1-е место, и в Москве она чуть-чуть не взобралась на пьедестал. Арина Ореховская, ее тренеров вы только что видели, Елена Екатерина Михайлова, это спортсменка из Оренбурга, которая в Казани заняла 3-е место на чемпионате
на первенстве России была 8-й. И интересна эта спортсменка тем, что является единственной представительницей Оренбурга, прыгающей в том числе четверные прыжки. Большая молодец. И сражается за каждый балл, за каждый результат в своем катании. Агата Морозова будет кататься вслед за ней. Ученица Ольги Ефимовой, Василия Попова на ваших экранах. Ее тренер. К сожалению, на первенстве она заняла всего лишь 18 место, но на этапах серии Гран-при была прям вот вплотную к пьедесталу. И даже 3-й по произвольной программе была в Омске, но все равно баллов не хватило для того, чтобы получить медаль. Диана Мильто будет кататься вслед за ней. Это ученица Светланы Соколовской. 12 место первенства России, бронзовый призер Гран-при Красноярска. Надо, кстати, отметить, что на этапе серии Гран-при больше всего медалей у тренерского штаба Екатерины Моисеевой, целых 3 золотых. И здесь у Екатерины будет 2 ученицы выступать на этом турнире. У Тутберидзе и у Плющенко на этапах серии Гран-при по 1 золотой, по 2 серебряные медали. И у Тутберидзе 2 ученицы в финале выступают, но они будут кататься далее в второй группе участниц. Что касается таких самых интересных событий по результатам Гран-при и, собственно, первенства, то это, конечно же, выступление Стрельцовой на первенство России, которая 20 баллов прибавила к своим результатам на Гран-при. Но ее выступление мы увидим во второй группе участниц. А завершать первую группу будет Елизавета Лабутина, ученица Антона Киселева, которая представляет Екатеринбург, сама живет в Нижнем Тагиле. Достаточно ровно проходит разминка у девушек. Видим, конечно, что небольшой нерв все-таки присутствует. Но остается буквально считанные секунды до начала этих соревнований. И, как обычно, традиционно мы желаем всем гладкого льда и успехов. Сергей Давыдов настраивает на выступление свою ученицу Софью Смагину, 14-летняя спортсменка. Первобытный инстинкт преследования, зов охоты, адреналин битвы и волчий вой в ночи. Все это катание этой малышки, которую ее собственный тренер называет гигантом. Да, первенство сложилось не так, как хотелось бы, но Софью, надеемся, это только раззадорит.
Великолепный энергетический заряд дает нам Софья Смагина в начале этих соревнований. Малышка, из которой энергия так и прет. И, конечно, каждое ее выступление — это всегда такой впрыск адреналина. И мы очень рады, что она чисто начала этот турнир. Совершенно потрясающее начало соревнований среди девушек. И мы наблюдали по ходу сезона за Софией, как она стабильно от старта к старту показывает свое мастерство. Но сегодня мы точно в восхищении, потому что на первенстве России это самая досадная ошибка в короткой программе, которая откинула ее в конец турнирной таблицы. И вот сегодня она вновь показала свой тот самый стабильный уровень. И мне кажется, сама даже засверкала еще ярче в этой дорожке шагов, потому что и сама себе доказала, что это просто нелепая случайность. На первенстве России была. Видимо, просто переволновалась тогда, а сейчас уже как бы сезон близится к концу, и можно, ну, условно назовем, выдохнуть и спокойно просто выйти, отработать все, что ты делаешь уже многие-многие годы. Что еще меня радует, что теперь в произвольной программе, где Софья пойдет на множество элементов ультра-си, четверных прыжков, ей не придется выкарабкиваться после короткой программы с дальних позиций, а она сможет вступить в борьбу за самые высокие места, потому что с ее контентом это точно возможно. Сегодня по технической части все было сделано замечательно. Двойной аксель, стартовый прыжок, тройной ридбергер во второй части, тройной флип с тройным тулупом, каскад. Арбитры сейчас оценивают комбинированное вращение на 4-й, закон на 4-й, дорожку на 3-й. И сейчас вот во время проката мы с Анной Щербаковой обсуждали, что она очень хорошо закладывает дуги. То есть видно, что идет комплексная работа, и это не может не радовать. Да, дорожка замечательная просто и по эмоциям, и по чистоте исполнения, и по корпусу. Очень насыщенная. Такая вишенка на торте в этой замечательной программе. За исполнение короткой программы Софья Смагина набирает 64,43 балла. Отличный результат для Софьи Смагиной, на который мы будем ориентироваться. А на льду Лидия Плескачева. Лидия Плескачева, Москва. Трогательная и драматичная короткая программа, как и любит серебряный призер недавнего первенства Плескачева. История балерины Ольги Списивцевой, описанная в фильме «Мания Жизели», с потрясающей музыкой Леонида Десятникова. Иммигрантская меланхолия Парижа 30-х и любовная истома.
Лидия Плескачева. Какое у нее пластичное, женственное, такое очень одушевленное, одухотворенное катание. И вот какая-то небольшая шаткость, да, была на каскаде. И не только на каскаде, и вообще с первых шагов видели, что Лидия волнуется, и, может быть, даже сверх нормы, потому что вот программа, она настолько многогранная, настолько сложная, что все-таки хочется ее пересмотреть, потому что очень много всяких фишечек скрытых, что-то вот, каких-то находок именно нетипичных. Да, для мы женского одиночного. обсудили с Михаилом, что эта программа понравилась не только с точки зрения одухотворенности и эмоций, а именно с точки зрения сложности переходов между элементами дорожки шагов, где мы просто восхитились, что стоят две петли самые неудобные. Очень редко кто на такое идет. Обычно выбирают самые такие надежные повороты, которые точно засчитают. А здесь и внутренняя петля была вперед, и наоборот назад наружнее. То есть вот самые такие нестандартные выбранные повороты, и все это вьется одно из другого, выходы из прыжков настолько, что даже незаметно. Вот этот прыжок, он вписан в программу, и не дает она себе ни секундочки ни на подготовку, ни после прыжка. Ну вот та самая досадная ошибка, которая, конечно же, помешает Лидии набрать максимальные баллы. Каскад Луцтулуп был выполнен очень неуверенно, и касание в две ноги такое зубчиком задело лед. И хоть сейчас арбитры пока что этого не отмечают, на мой взгляд, все-таки на Луце и такая вот кью, небольшой недокрутик был, но это всегда как бы на грани. Здесь можно и в пользу спортсмена засчитать. Но вот как будто вот это волнение вылилось вот в эту ошибку. Но в любом случае, когда мы обсуждаем Лидию, мы имеем в виду, что по сравнению с ее собственным катанием, с ее уровнем, может быть, она чуть-чуть до чего-то не дотягивает, а так-то, конечно, безусловно, это и компоненты, и уровень совершенно высочайший, она большая молодец. Мы сейчас с Михаилом немножко ахнули, потому что мы тут про кьюшку рассуждали, поставили полоборота недокрут на Луце. Это, скорее всего, значит, что по второй ноге считали. Такое бывает. Если она подставила этот зубец, то считают не по правой ноге, а имеют право по левой ноге посмотреть докрут. Поэтому, наверное, такой большой. Это, конечно, намного серьезнее ошибка, чем мы могли предположить. Да, сейчас она потеряет, конечно, на этом. Да, и именно в этот момент ее оценка, которая до этого судьями предварительно была выставлена как на первое место выше Смагиной балла на 2, сейчас оказалась на 1,5 балла ниже, чем у Софьи Смагиной, и Лидия Плескачева занимает вторую позицию. Арина Ореховская, Оренбургская область. Короткая программа Арины Ореховской «Пляска смерти» Камила Сен-Санса. Настолько впечатляющая музыка, что, как водится, запрещалась для исполнения при жизни композитора. И вот новое драйвовое прочтение от фигуристки из Оренбурга.
большой энергией и отдачей Арина Ореховская исполняет свою короткую программу. Девушка, прославляющая Оренбургскую область. Да здорово. Просто Достойно, здорово. очень достойно. Оренбург приветствует болельщики с трибуны свою любимицу. Немногословный тренер после проката Арины. Ну, потому что Арина умница, да, сегодня справилась со своей короткой программой. И сейчас отдельно хочется отметить заход на первый двойной аксель. Давайте посмотрим в замедленном повторе. Через обратную сторону, прям с выпрыгивания сразу же идет в прыжок. Очень интересно это смотрится, необычно, выделяется. И очень классно, когда спортсмены с тренерами находят какие-то вот эти нестандартные решения, которые всегда привлекут внимание профессионалов. Классное решение, но я вот смотрю, у судей в протоколе меньше балла в плюсе за этот элемент, потому что он в общем был не высокий, такой просто классный, пролетный, да, и чаще всего именно такой заход используют в тренировочном процессе как упражнение для того, чтобы отвести плечи, для того, чтобы встать на левую ногу уверенно. И действительно было неожиданно увидеть это в короткой программе Арины. А судьи, в общем-то, я с ними сегодня соглашусь, что 0.92, да, это был такой хороший, достойный аксель. Вот хорошо и достойно, собственно, были выполнены абсолютно все элементы. На 4-й уровень все вращения, на 3-й уровень дорожка. Все прыжки в плюсовой зоне, во второй половине каскадный столб выполнен. Так что все прекрасно сегодня. Если так вот пожелать успехов на будущее, такое пожелание вперед, чуть-чуть бы добавить именно хореографии, интерпретации и вот что-то именно от себя. Да, это было сегодня, на сегодняшний день достаточно, но вот чуть-чуть бы хорео, чуть-чуть бы интерпретации, и был бы вообще конфетка. Арина Ореховская на первом месте, опережая на 1,5 балла Софью Смагину. Причем выиграла она по технической оценке, по компонентам немножко отставала. А на льду Агата Морозова. Шок-рок, шедевр «I put a spell on you» в короткой программе у Агаты. Одержимость любовью на грани помешательства. Ничто нас не разлучит. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I lie.
Вот насколько она интересная катальщица, да, насколько у нее прям невероятно необычные программы, и что ж такое происходит, уже второй старт с этими прыжками. Такое, к сожалению, бывает, случается, что когда человек больше занимается прыжками, дорожками, ой, нет, не прыжками, дорожками, вращениями, прыжки как-то уже отходят немножко на второй план. Ну вот расстроилась совсем. Поддерживает Василий Попов. Держала настрой до последнего в программе, конечно. Агата действительно приковывает взгляд своим катанием, несмотря на какие-то ошибки, которые могут случаться. Да, вот сейчас мы видим тройной луц, приземление. Вот Агата часто вытаскивает такие приземления все равно. Мы все время восхищаемся силой ее силой воли, ее коленями, которые это выдерживают. Да. Вот. Но в этот раз, к сожалению, не удалось. А если ты не можешь каскад сделать на луце, то к Ридбергеру уже в юниорах нельзя. Это очень суровые правила, по которым ты сразу же остаешься без каскада. Это сильная потеря. Но, несмотря на это, ни на секундочку она не расслабилась, программу не сдала. Невероятно с артистизмом, с душой, с эмоциями каталась. Михаил Коляда охал Я всю программу. восхитился ее вращениями, на какой они скорости были сделаны. И видно, что занимаются не просто там годы, на это уходят годы. И это действительно просто огромный респект отправляется Ольге Ефимовой, Василию Попову, да, там всем в «Звездном льду». Классно. Давайте поддержим Агату всеми трибунами, которые здесь, кстати, на юниорских соревнованиях необычайно переполнены. Все будет хорошо. Это такой тяжелый период, безусловно, но что ж с ним поделать. Агата, ты потрясающе катаешься совершенно. Ты огромная молодец. Пусть тебе сопутствует удача в будущем. Программы на лед приглашается Диана Мильто. Песня 20-летней Рене Ольстед про лентяя, которого она гонит прочь. Hit the road, Jack. И чтоб больше ноги твоей не было на этом катке. Ученица Светланы Соколовской и Виталия Бутикова на льду. Бронзовый призер турнира в Красноярске. Диана Мильто.
Диана Мильто, бронзовый призер турнира в Красноярске. Наверное, один из самых чистых прокатов, да, у нее сейчас такой был в сезоне. Легкий, игривый, с хорошими прыжочками. Да, может быть, что-то судьи там будут пересматривать, но в общем и целом, по-моему, можно быть довольным таким стартом. Да, определенно точно, потому что все-таки уже, как я и говорил ранее, сезон близится к концу, и многие спортсмены, они находятся просто в оптимальной форме. Оценила, да, это приземление? Сейчас над приземлением. Иронизируют. Да. Действительно, когда финал близок, ты уже начинаешь расслабляться, но при этом ты в очень хорошей кондиции для того, чтобы показывать все лучше и лучше презентацию программы, вращение, дорожки. То есть вот это вот все, оно гораздо легче дается, чем в начале сезона. Да, программа Дианы точно засверкала. Прямо на такое ощущение легкости дарит во время своих прокатов. А если говорить про техническую составляющую, то я, конечно, уверена, что прокаты поувереннее все-таки были, потому что Аксель и Ридбергер в первой половине, конечно, без вопросов. А вот каскад Луц-Тулуп, про который как раз и тренер сказал, и Диана, говорят, оценила это приземление. И мы с Михаилом и с Василием тоже отсюда, этот каскад прямо перед нами был, тоже оценили это приземление. Сейчас можем посмотреть. Луц хороший, а вот на тулупе чуть-чуть вот этот вот доворотик стопы такой в итоге превращается в Q. Это не большое какое-то понижение, но тем не менее все-таки чуть-чуть вот такая вот ложка дегтя в эту прекрасную и замечательную программу. Но все равно хорошие баллы получают. 10,5. Это неплохо Да, для каскада 3-3. Во второй половине выполнен каскад, что дает преимущество. Ну, вот такие американские горки у нас, да, сейчас в соревнованиях. Эмоции перехлестывают. У кого-то расстройство, у кого-то радость. Сегодня такая у нас короткая программа дает различный спектр в этих ощущениях. И Диана Мильто отстает немножечко от Софьи Смагиной, занимает 3-е место на данный момент. На льду Елизавета Лабутина, спортсменка из Нижнего Тагила, ученица Антона Киселева и своей мамы Полины Лабутиной. Темный рыцарь девчачьего катания, неутомимая спортсменка в эпической, волнующей короткой программе на музыку из «Бэтмена» и тайваньского фильма «Секрет о любви и путешествиях во времени».
Молодчина, заслуженные аплодисменты Елизавете Лабутиной, в том числе от нашей комментаторской позиции. Елизавета Лабутина. Прекрасное завершение первой группы участниц от Елизаветы. Вот сегодня классно. Девчонки нас радуют, и все больше и больше. Тут даже говорить нечего. Просто хочется пересмотреть еще. Хотя мы сейчас видим, что на повторах очень большое количество элементов стоит. Да, есть пересмотр в хорошем смысле, это когда смотришь и наслаждаешься, и в плохом, когда судьи пересматривают, чтобы что-то Причем выискать. в По-моему, основном что-то уже вращения. выискали, да? Все 3 вращения стоят на повторе. Я бы пересмотрел в хорошем. Уж прыжки точно, потому что Лиза определенно отличается очень классной техникой прыжков. Они у нее всегда очень мощные, скоростные. Смотрите, как четко она исполняет, на какой высоте, на какой скорости, какое четкое положение в воздухе. Докрут, он прям вот такой железобетонный. Пересматривали из-за ребра, которое поставили неясным на Луце, а по докрутам, вот когда Лиза прыгает, вообще никогда вопросов не возникает, настолько качественно исполнены ее прыжки. Двойной аксель тоже замечательный, и Ридбергер во второй половине. Прыжки на очень высоком уровне. Да, вот все-таки арбитры находят второй уровень в дорожке шагов. И мы сейчас вот очень внимательно с Анной Щербаковой смотрели. Да, действительно, на мой взгляд, первый блок был не очень хорошо, чисто исполненный. И, собственно, именно из-за этого она и получает второй уровень. К вращениям тоже небольшие вопросы есть, но это мы так уже тоже придираемся, как техническая бригада, что 2 вращения выполнены на 3-й уровень. Это просто те моменты, из-за которых, конечно, оценка будет не столь высока, как у некоторых других участниц. Но, тем не менее, прокат очень достойный, и мы прям насладились катанием Лизы сегодня. Да, настоящая спортсменка, очень сосредоточенная всегда. И на первенстве тоже в короткой программе она хорошо выступала. Молодцы. И она уступает своим конкуренткам по компонентам. Ну, например, по элементам обходит в том числе Лидию Плескачеву, но оказывается пока что на 5-м месте. На льду участниц второй группы. София Цепка, Москва. Виктория Стрельцова, Москва. Майя Сарафанова, Москва. Алена Принева, Москва. Агата Петрова, Санкт-Петербург. София Сарновская, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа участниц на льду. Это финал Гран-при среди юниоров. И девушки показывают свои короткие программы в этой группе участниц. Мы увидим многих интересных спортсменок. И кого-то не увидим, в том числе незадолго до соревнований было объявлено, что Елена Костолева не будет участвовать в финале Гран-при, что, конечно же, обидно. Хотелось бы посмотреть продолжение какого-то развития конкуренции. Но, тем не менее, здоровье, наверное, все-таки в приоритете. И лучше подлечиться и восстановиться, нежели выезжать на соревнования и рисковать. Первый будет кататься София Цепка. Это одновременно и великолепный лидер серии Гран-при, и в то же время огромное расстройство первенства страны, где в короткой программе вдруг у Софии выпал элемент, и из-за него она откатилась слишком далеко, чтобы взлететь обратно на пьедестал. Тем не менее, благодаря вот Софии, в том числе, у Екатерины Моисеевой, ее тренера, 3 золотые медали на этапе серии Гран-при. Вслед за Софией будет кататься Виктория Стрельцова с совершенно великолепным выступлением на первенстве, где 3-е место она заняла, но 2-й была в произвольной программе. На этапах серии Гран-при 2
призовых места у нее, 2 серебряные медали. Причем в Магнитогорске она уступила Базылюк 1/100 балла. Ну и, как уже было сказано, на первенстве Стрельцова 20 баллов прибавила к своим результатам, которые она показывала на Гран-при. Вот это была, конечно же, концентрация на выступлении. Ну, вслед за ней будет выступать Майя Сарафанова, еще одна ученица Екатерины Моисеевой, 14-летняя спортсменка, которая в Казани выиграла золотую медаль. И причем золотая медаль такая получилась, ну, как при нынешней системе судейства так часто бывает, чуть-чуть курьезная. 2 вторых места и по короткой программе, и по произвольной. Но каждый раз лидеры откатывались, и в итоге первое место досталось Майе. Но, тем не менее, значит, показала достойное катание, надежное, стабильное, которое позволило ей показать, среди прочих, наилучший результат по баллам. Вслед за ней Алена Принева будет кататься. Ученица группы Этери Тутберидзе. Здесь Сергей Дудаков у бортика сопровождает юниорок, 2 спортсменок. Алена Принева была в Казани 7-й, в Омске 5-й, на первенстве России 7-й. Хотя мы, конечно же, понимаем, что Алена может показывать более высокие результаты. Но вот как-то сезон пока что сложился таким образом. Агата Петрова, ученица Татьяны и Алексея Мишиных. Владислав Сизганов у бортика представляет эту школу. В Магнитогорске бронза, в Омске бронза. Ну и в завершении София Сарновская покажет свою короткую программу. София совершеннейший стахановец. За последние 5 недель, за последние 6 недель у нее уже 5-й турнир. Просто откуда силы, что называется, и на что ставка? Вот на то, чтобы как можно больше накатать и войти в какой-то ритм, да, или что? Как вот вы, как спортсмены, считаете такая нагрузка? А чем больше стартов, тем увереннее ты чувствуешь себя на публике, при таком свете, в костюме. Потому что действительно, чем больше стартов, тем лучше ты себя чувствуешь во всем. И вот тоже забавный такой факт, даже 2. Значит, старший брат Никита стал в этом году чемпионом России по прыжкам. А еще она участвовала в первенстве России 26-го года, заняла 10-е место. В первенстве России старшего возраста и в первенстве России младшего возраста. То есть у нее было целых 3 первенства России. Да, это такой прямо как хэт-трик можно назвать. Да. Молодчина и трудяга. И пожелаем всем спортсменкам здесь удачи. Разминка такая более напряженная, чем первая, потому что мы видели тройной аксель, тройной тулуп, каскад от Виктории Стрельцовой прямо перед нашей комментаторской позицией. Сколько чисто и четко он был выполнен, просто восхищает. А потом пошла и сделала ошибку. То есть здесь такой момент, аксель, он и красивый прыжок, многие называют его вообще королевским прыжком, но есть свои коварные моменты. Но, к сожалению, без этого никуда. Это спорт, и всякое бывает. И, естественно, мы желаем всем успехов. И только наши позитивные лучики добра отправляются всем, потому что рядом с нами сидят судьи. Это такие, как бы, злая сторона, а у нас добрая сторона. И многие едут и прям улыбаются нам. И мы их тоже своим образом поддерживаем. В короткой программе Софии Дзепко «Война и мир», которую Сергей Прокофьев сочинял аж 12 лет и так и не услышал при жизни. А Наташа Ростовой расскажет нам катание Софии. Первый балл, Балконский, волнение до и после. София,
Вот такой привыкли мы видеть Софию Дзепко, и в том числе в этой программе, настолько уверенную, как она, даже когда выезжала только на каток, после того, как они поговорили с тренером, уже в этот момент она уже сразу дала себя как артистку этой публики. Это было потрясающе. София, конечно, завораживает своим катанием. Невозможно оторвать глаз, просто дыхание замирает. И хочешь уловить каждое движение руки, движение пальцев, взгляд, поворот коньком. Абсолютно не упустить какую-то мельчайшую деталь в этом катании. А все это вместе в какой-то вот спектакль действительно складывается на льду из вот этих вот мелочей. Понемногу, но, конечно, невероятной красоты программы и невероятной красоты Софии, которая катает эту программу. И, на мой взгляд, настрой, конечно, сильно отличался от первенства России. Если там было видно, что к каскаду волнение накопилось и случился сбой, то здесь, мне кажется, волнение поначалу, может быть, и было, но к каскаду она как-то, наоборот, как будто успокоилась, засияла. И вот с такой улыбкой и спокойствием она на него ехала, что я вот уже не переживала вообще. Очень хорошая, классная постановка и достаточно сбалансирована. То есть у нее идет тройной ридбергер, двойной аксель и вращение. И это как бы одна часть. Потом идет уже все остальное. И выезд из двойного акселя и потом сразу же вход в комбинированное классно. Меня прям это тронуло до глубины души. А также интересные находки в дорожке шагов, когда она делает ласточку, а потом тут же делает твизл в правую сторону на правой ноге. То есть это показатель именно хорошего владения конька. То есть она прям чувствует все вот эти тонкие, что называется, материи. Да, довольно и классно ими управляет, как бы, можно сказать, практически жонглирует. Здорово, просто здорово. Сегодня она была первая совершенно спортсменка, другой. у которой все 4-го уровня. Ну и оценки соответствующие. Поздравляем штаб Екатерины Моисеевой, которая сама в молодости была очень яркой спортсменкой. Приглашается Виктория Стрельцова. И, конечно же, с таким же чувством катаются и ее ученицы. На льду Виктория Стрельцова. Аланис Морисет поет об ангеле, который хочет стать человеком. Так было с героем Николаса Кейджа в фильме «Город ангелов». А все почему? Потому что узрел Мэг Райан. Видел бы он, как Стрельцова прыгает четверные. Что бы тогда с ним было?
Как основательно катается Виктория Стрельцова. Бронзовый призер первенства России. Какая она серьезная, вдумчивое такое катание. Серьезная всегда, кроме дорожки шагов в произвольной программе, которую мы очень ждем. Ну а сегодня браво, браво, Вика, потому что... Нет, улыбается, вот, посмотрите. Все откаталось же уже. Браво, потому что не просто пошла на... Просто многозначительное молчание. Браво не просто потому, что она пошла на этот сложнейший каскад тройной аксель, тройной тулуп в короткой программе, а потому что очень неудобное было приземление с тройного акселя. И, на мой взгляд, вообще этот каскад получился только потому, что у нее невероятный запас. Вот с этого ракурса так не видно даже, как нам было видно, насколько было неудобное приземление с акселя. И только за счет большого запаса по высоте, мне кажется, и аксель, и тулуп были исполнены, и исполнены чисто, без помарок. Это вообще огромное уважение ей за это. Да, действительно, это круто, это здорово, потому что прыжки вытягивать, когда у тебя корпус идет назад, гораздо сложнее, чем тогда, когда у тебя корпус идет вперед. Поэтому это действительно было здорово, мощно. И по технике она получила за него 13,96. То есть совершенно фантастические баллы. Хотела отметить, что прыжками Вики мы всегда восхищаемся, а здесь я прям увидела, насколько поработали на дорожке шагов, насколько мощнее она стала кататься, насколько больше появилась амплитуды в ее катании, потому что в Вики есть такое, что она немножко зажимается на шагах, а вот здесь прям увидели колоссальную работу, и это отразится и в оценках, потому что все 4-го уровня, это вторая спортсменка за сегодня, которая получит все 4-го уровня, настолько технично все филигранно было выполнено. И она обходит Софию Дзепко по технической оценке, но по компонентам уступает целых 3 балла. Таким образом, занимает на данный момент 2-ю позицию. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Майя Сарафанова, Москва. Душераздирающие треки в короткой программе победительницы казанского этапа Гран-при Майи Сарафановой. «Лакримоза» в исполнении Эмили и «Ария из Нотр-Дам-де-Пари».
Отличное стильное катание Майи Сарафановой. Сегодня прямо она молодчина большая. Программа классная, и я так полагаю, мы смотрели на нее всю программу и всю 6-минутную разминку. Она смотрела на комментаторскую позицию, и, может быть, она подпитывалась нашими какими-то флюидами, и это придало ей сил откатать чисто. Мы отправляем только лучи добра в сторону спортсменов. Здорово, здорово справилась, хорошо. Видно было, конечно, что она волновалась. Но в целом сегодня прокат был даже не просто рабочий, а прям хороший. Да, вопросов к технической стороне не было вообще. Прекрасно справилась с прыжками. Давайте сейчас посмотрим. Аксель с 2 руками наверх. Красивый выезд, прыжок пролетный. Программа, в принципе, такая яркая, с характером. И Майя ее хорошо выкатывала. Глазками тут стреляла, передавала всю эту эмоциональную составляющую. Особенно, конечно, после каскада было видно, как сама обрадовалась, когда чисто справилась с каскадом из тройного луца и тройного тулупа. Вот сейчас посмотрим на него как раз. Чисто оба прыжка. Но немножко близко к бортику. Это уж я там совсем придираюсь, уже под микроскопом начинаю разглядывать программу. Хотела проехать. Надо было просто и руку вытянуть, чтобы она нам хлопнула 5. Но близко к бортику это же не влияет на оценку. Ну да, главное не касаться его. Это правда. И комментаторов. Я, честно говоря, вот глядя на этот прокат, даже не могу вспомнить, а что было не так на первенстве. Что такая спортсменка оказалась на 17-м месте. Но большая молодец. Сейчас она на 4-й позиции, вслед за Ариной Ореховской. Буквально меньше балла ей уступает. Большой транжира из мюзикла «Милая Чарити» в исполнении Алены Приневой. Программа, доставляющая спортсменке огромное удовольствие. Как выяснилось во время подготовки, сложнее всего это органично подъехать к судьям и положить руки на борт. Hey, big spender.
Отличное настроение дарят нам, конечно, сегодня фигуристки. Настолько это яркие, танцевальные и оригинальные, с находками, с большим юмором программы, которые мы каждый раз смотрим как в первый раз, честное слово. Да, зажгла сегодня Алена в своей короткой программе. Замечательно откаталась и с настроением, и с прыжками, и с вращениями. Вот все было вот так, как нужно. И сейчас очень большое количество игрушек. Наверное, больше всех сейчас кидают на лед Алене. Оценил. Сергей Дудаков оценил игрушки. Здорово, программа смотрится на одном дыхании. И вот насколько разные Ксения Гущина, которая катается под похожую музыку, и Алена Принева. Вот все-таки интересно смотреть на юниоров, на юниорок, когда спортсменки, они как бы формируют, выковывают себя для того, чтобы потом перейти во взрослый спорт. И если вот эту идентичность удается сохранить дальше, получается очень классно, интересно наблюдать за развитием карьеры спортсмена. Да, у Алены огромный потенциал и с точки зрения технической стороны, и точно так же с интерпретацией программы. Она очень хореографичная, и вот здесь прям все так в музыку было выполнено, каждый акцент. Ридбергер мне очень понравилось, прям насколько в акцент он был выполнен. Так что, да, программа прям заиграла сегодня. А финал-то какой яркий. Прям на бортик перед судьями. Здорово. Там и начинается все от бортика и заканчивается все возле судей. Ну, так вот сейчас довольно-таки популярно на судьи обращать внимание в своих программах. Это личный рекорд, Алена говорит. Супер. Супер оценки. И она на 3-й позиции на данный момент по компонентам обошла Стрельцову, по технической составляющей проиграла и ей, и Цепка. Агата Петрова, Санкт-Петербург. Двукратный бронзовый призер этапов Гран-при, отчаянно цеплявшаяся за 3-е место и на первенстве России, но не удержавшая. Агата Петрова катается в короткой программе под пение француженки Барбары Прави. «La Femme». Так называется этот трек. Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe. Ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions. Comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non? Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Mes vies, mes morts et mes coups. Dedans, mes veines, le sang qui bout. Mes rages, mes colères, mes dégoûts. Qu'on me demande sans cesse ce qui compose pour moi les mélodies que je fredonne. Comme si on n'était pas fini, comme s'il y avait toujours besoin d'un homme qui a décidé ce qu'est la femme. Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes rêves, mes fardeaux, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe.
qui a décidé ce qu'est la femme. Un bouton de rose, un vin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la femme. Qui a décidé ce qu'est la femme? Ce qu'est la Редкий гость, конечно, в сегодняшних соревнованиях падения, но, к сожалению, побывал он здесь в выступлении Агаты Петровой, что чрезвычайно обидно. Агата такая фигуристка необычная, со своим стилем, всегда умеющая себя как-то подать публике. Да, падение — редкий гость не только на этих соревнованиях, но и именно в программах Агаты, потому что очень редко мы видим от нее такие грубые ошибки. Могут случаться неуверенные выезды, может быть, какие-то недокруты. Но здесь, конечно, Ридбергер совсем не получился. Он был и с недокрутом, и в падении. И видно, что сама Агата не привыкла к таким грубым ошибкам в своей программе. Прям сама расстроилась, но постаралась себя все-таки в краткие сроки взять в руки. И в дорожке уже старалась с полной отдачей кататься. Ну да, старалась все-таки держать образ, и это хорошо. Что все-таки было плохо? Перед Ридбергером она просто поторопилась, не успела встать на ногу так вот, как ей надо, так как удобно, как она привыкла делать это на тренировках дома. И только лишь из-за этого и такое падение. Да, сейчас она, конечно, большое количество баллов потеряет, и арбитры находят там недокрут 2 галки. По базе этот прыжок стоит 1,87, минус балл дедакшена, то есть она получила за него... 0,02 балла. Да. Конечно, совсем. Ну, еще одна ошибка, получается, перекат еще из-за этого получился, еще 1 балл дедакшена. В общем... Ну, просто не дотолкнулась, да, совсем она не попала в толчок. Этот Ридбергер уже тяжело было спасти, но такое случается. Здесь можно пожелать только не расстраиваться и в произвольной доказать, что это всего лишь обидная случайность. И кататься в свое удовольствие, не переживать и показывать свой уровень. Вот таким печальным каким-то образом у нас 2 Агаты, и обе из Санкт-Петербурга находятся на последних позициях после короткой программы. Завершает сегодняшние соревнования у девушек София Сарновская из Академии Ангелы Плющенко. Артем Значков выводит эту спортсменку, сопровождает ее на этих соревнованиях. 5-й турнир за последние 6 недель. Образ маленького лебедя, который София представляет в короткой программе, такой уже совсем не маленький.
София Сарновская, самая молодая участница этого турнира. София Ну, Сарновская. вот хочется как-то поддержать. Поддержать, да, всех Девушку. девчонок, которые так расстраиваются после ошибок, хочется поддержать, потому что вот с Михаилом только что обсуждали, что такое огромное количество соревнований у Софии, и вот в этом возрасте мы все так много стартуем специально, чтобы набирать этого опыта как можно больше. Безусловно, ошибки случаются, но это вот тот самый опыт, который пригодится в будущем. И, говоря об опыте, тоже обсуждали расположение прыжков. Михаил, ваше мнение? Что есть две категории спортсменов, которые прыгают прям под борт, непосредственно там в миллиметрах от него, или те, которые прыгают в центре. Вот, видимо, София как раз из тех спортсменок, которые прыгают прямо в борт, потому что, на мой взгляд, это не очень хорошо, потому что когда ты делаешь первый прыжок, может быть, не очень уверенно, у тебя нет шанса исправить какую-то ошибку, сделать двукратную тройку или там что-то еще, чтобы добавить второй прыжок. То есть у тебя есть только вот один единственный путь и один единственный вариант, который нужно использовать прямо здесь и сейчас. Вот мы видим как раз этот каскад и обсудили, что после, неудачное тройной луц, такое очень жесткое с него приземление, очень неудобное для каскада, и София сориентировалась, поняла, что тройной прыжок уже идти бессмысленно, но ей как будто нужно было еще вот долю секундочки исправить на более удобное положение, чтобы двойной сделать ровненько, уверенно, чистенько. А она вот как на луце была эта ошибка, она ее также и перенесла с собой вместе в этот двойной тулуп, и, конечно, обидно, что в итоге такой смазанный выезд получился. А возможно, если бы она сделала этот прыжок раньше, у нее была бы возможность чуть-чуть корпус вперед подать, потому что после такого жесткого приземления верх начал уходить назад. Да, между луцем и тулупом немножко вот вернуть это положение исходное. Ну ничего, все еще будет произвольный. Желаем успехов. София Сарновская занимает 10-е место на данный момент, отстает от лидера на 14 баллов. Ну а на вершине София Цепка, Виктория Стрельцова. Вслед за ними Алена Принева, Арина Ореховская, Майя Сарафанова. С таким не очень большим отрывом друг от друга. Очень интересные соревнования, в то же время позитивные, которые дарят нам интерес наблюдать за тем, как девчонки катаются. По-моему, хороший был денек. Мы не прощаемся, а встретимся на соревнованиях юношей.
Дамы и господа, через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди юниоров. Просим вас не использовать вспышку при фото- и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Алла Шеховцова, Москва. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Регина Трусова, Казань. Судья номер 4 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 5 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 6 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 7 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Ольга Маркова, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Герман Ленков, Санкт-Петербург. Глеб Ковтун, Тюменская область. Лев Лазарев, Москва. Илья Мальков, Республика Татарстан. Алдар Самбуев, Москва. Арсений Федотов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. На Первом канале продолжаются трансляции, прямые причем, из Челябинска, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Юниоры пока занимают все наше внимание, взрослые начнут кататься только завтра. И на сегодня у нас еще один вид программы. Это короткая программа у юниоров. И первая группа участников, вы только посмотрите на этот список, сразу с места в карьер, что называется. Но обо всем по порядку. Мы, ваши комментаторы, Василий Соловьев, Анна Щербакова и Михаил Коляда, приветствуем вас в прекраснейшем настроении. Да, всем привет. Привет, дорогие друзья, дорогие любители фигурного катания. Первая разминка, конечно, сильнейшая. Сейчас мальчики вышли на лед, и уже понятно, что будет очень и очень интересно. Да, жеребьевка иногда творит интересные вещи со списком участников, но ко всему надо быть готовым, и выступать нужно быть готовым, наверное, под любым номером. Первым будет кататься Герман Ленков. Его один из тренеров, Владислав Сизганов, на ваших экранах. Это школа Алексея Мишина и Татьяны Мишиной. Герман Ленков. 4-е место первенства России. И, конечно, прекрасно он там катался и выступал. Не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала. На этапах серии Гран-при дважды он занял 2-е место. Один раз на московском этапе уступил Льву Лазареву. Вслед за ним будет кататься Глеб Ковтун. Единственная не московская, не питерская медаль вообще на всех соревнованиях. Медаль, которая уезжает в другой регион, в Тюмень. Тренируется он у Натальи Заболотной. Глеб Ковтун — бронзовый призер первенства России. Причем Ленкова он обогнал на 2 балла. Это была очень плотная борьба.
но которая завершилась в пользу этого 17-летнего спортсмена. Вслед за ним Лев Лазарев, теперь уже двукратный победитель первенства России. До него двукратными победителями становились Александр Успенский, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, ну и, собственно, Арсений Федотов. А трехкратным пока что так никто и не стал. Был шанс у Арсения, но теперь уже все эти ребята перейдут во взрослое катание, и юниорские все рекорды останутся позади. Сергей Давыдов, его тренер, на ваших экранах. Илья Мальков, ученик Людмилы Гафаровой, будет кататься следующим. В Омске на этапе серии Гран-при второе место у него было. На первенстве выше 7-го места не поднялся. Тоже очень одаренный спортсмен и с артистической стороны, и вполне себе боевой. Так что у Ильи все шансы тоже бороться за любые места. Главное показать все то, что он может. Вслед за ним будет кататься ученик Екатерины Моисеевой. Есть у Екатерины и в мужском катании прекрасные ученики. Алдар Самбуев. Это, безусловно, открытие серии Гран-при. Такие потрясающие он в этом году продемонстрировал несколько прокатов. Ну и на первенстве был третьим после короткой. Мы с нетерпением ждем и его короткой программы. Она нам невероятно нравится. Ну и, конечно, желаем, чтобы не только одной короткой Алдар нас удивлял, но чтобы произвольная позволила тоже где-то задержаться чуть повыше, потому что все-таки на первенстве он отскочил на 8-е место по результатам двух программ, хотя вот находился на 3-й позиции. Если кто-то ищет в интернете результаты Екатерины Моисеевой в молодости и не находит, то нужно искать не Моисееву, а Бурцеву. Такая у нее была девичья фамилия, когда она каталась молодой спортсменкой. Ну а завершать эту группу будет сам Арсений Федотов по прозвищу Шоумен. Двукратный победитель первенства, как уже было сказано, в этом году второй. Причем в этом году он проиграл Льву Лазареву 24 балла. 24. Это, конечно, был просто звездный час Льва. И догнать Савранского — это утопия, было сказано в Покровских воротах. И точнее и не скажешь в случае с Лазаревым, потому что, ну, прям все получилось, да, Ань? Вот у Льва на первенстве, по-моему, Лев, конечно, не было блестяще такого, откатал, да, но Арсений — это был. точно тот спортсмен, которому подвластно соперничать со Львом. Просто Арсений не выполнил свой максимум, поэтому здесь, конечно, это отставание, это именно ошибки самого Арсения. Так что пожелаем, чтобы на этом старте Арсений показал свой максимум. Честно, я с восхищением смотрю на эту разминку. Арсений очень прибавил именно в мощности своих прыжков. Он каждый тройной прыгает с таким запасом, что там в любом прыжке можно еще оборот добавлять. Поэтому это прям хорошая уже, мне кажется, заявка. И видно, что он взрослеет, так возмужал. Ну и в конце концов, все-таки это спорт, и здесь очень важна форма от турнира к турниру. Она может измениться даже и за 2 недели, да, которые прошло. И мы будем смотреть, кто в каком состоянии будет выходить сейчас на свои программы и сравнивать. Мы, конечно же, за борьбу, за честную борьбу, открытую, творческую, техническую. И пусть победит сильнейший. А первым будет кататься Герман Ленков. Песня о беззаветной любви с итальянским темпераментом. Джош Гробан модулирует от до минора к си бемоль минору, а Герман Ленков растет как спортсмен и как катальщик с каждым выступлением. Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perdere
Чрезвычайно проникновенным катанием Герман Ленков открывает эти соревнования. Так вот с душой вложился. И надо сказать, что и все прыжковые элементы как-то мягко, уверенно. Да, не как на 6-минутной разминке. Никак, и, кстати говоря, это тоже классно, когда ты выходишь первый в таком очень серьезном конкурентном составе. Вышел быстренько, размялся, сделал свое дело, откатал и ушел отдыхать и смотреть своих соперников. Это здорово. Да, не всегда у нас есть возможность. Молодец, есть запас. Вот. Есть запас. Да, есть запас. Михаил. Не всегда у нас есть возможность 6-минутную разминку вживую посмотреть, прям вот так близко ко льду, и Герман очень стабильно выступает в этом сезоне, на самом деле. Удивительно было увидеть, что на разминке много было ошибок, и падения были, и запереживали мы уже немножко, а потом вышел, собрался, и какой прокат выдал, вот характер настоящий продемонстрировал. Ну, что называется, ноги-то помнят, потому что в любом случае волнуются все. И здесь уже показатель того, насколько ты тщательно готовился дома, потому что зачастую 6-минутная разминка и даже утренняя тренировка, она, в общем-то, ничего не решает. А вот деморализовать соперников может легко. Потому что если другие посмотрят, скажут, ага, значит, у него что-то не то. Ну и ничего, значит, можно не напрягаться. Но нет. Специально обманочка для соперников была Да, у Германа на разминке. такой прием очень часто используют японские спортсмены. Но вот когда говорит Владислав Сезганов по поводу запаса, ну а что, каждый выезд у него был такой прям артистический, красивый. Чистый, да. Хорошо, да, надежно, чистый. прям, да, исполнены были все элементы. Никаких пересмотров вам. За исполнение короткой программы. Ну и все оценки в плюсовой зоне. 78 с копейками баллов получает Герман. За исполнение короткой программы на лед приглашается Глеб А на льду Глеб Ковтун. 20 баллов он прибавил на первенстве к своим результатам, которые показывал на этапах серии Гран-при. 20 баллов. Большой был молодец, благодаря чему занял 3-е место. Ну а сейчас побег из зоны комфорта в открытый мир. Об этом композиция «Run, Boy, Run», под которую и катается Глеб.
Довольно неожиданный получился прокат, особенно в короткой программе, когда именно короткая программа разделена на две такие совершенно разные части. Первая часть — это мощь, уверенность и какое-то движение вперед, и вдруг во второй как отрезало вот с этого каскада. Что произошло? Очень Сейчас будем смотреть, что же произошло. Очень неожиданно. И видим, что сам Глеб очень разочарован, я бы сказала, таким прокатом, потому что именно во второй половине программы, потому что как он уверенно начал, я хотела как раз отметить, что мне очень нравится та энергия и тот напор, с которым он катается, и всегда выходит вот прям с такой уверенностью, прям заколачивать эти прыжки. Это читается и во взгляде, и в движениях, и на первенстве это было от и до. Здесь начал с таким же настроем. И вот что-то очень непонятное для меня случилось на тулупе. Да, действительно, вот по ходу сезона Глеб катает свою короткую программу от старта к старту все увереннее и увереннее. И он, в принципе, я могу назвать его взрослым спортсменом. То есть он антропометрически уже сложился полностью. Он как-то вот по мощности катания скорее похож на взрослых спортсменов. Потому что какой он тройной аксель сделал, совершенно прекрасный, высокий, чистый. То есть вообще никаких вопросов и тени сомнения в этом прыжке. Тройной Ридбергер. Все четко, здорово. А потом... Что же случилось потом? Прям хочется пересмотреть, потому что в моменте мы прям все не поняли, что же пошло не так. Тройной луц, Хороший нормальный. тройной луц. Ага, понятно. Прям раскрылся в воздухе. Он начал думать между прыжками. Такое часто бывает, когда какая-то вот мысль пролетает, и она настолько быстрая, что ее не уловить, никак, ничего с ней не сделать, и она сбивает. Потому что когда спортсмен идет на каскад, чаще всего голова должна быть абсолютно пустой, что вот ты идешь, что-то сделал, ну, как бы руки-ноги собрались, и все. Вообще вредно думать. Да. Ну, может, это какой-то испуг мне показалось, был, он прям в что борт середине. слишком близко был. Мне показалось, он прям в середине тулупа о чем-то думать начал, потому что даже в тулуп как будто хорошо вылетел и просто посередине прыжка раскрылся. Да, прям... на голову. Вот, сам как будто и не понимает, что там у него в голове проскочило такое. Мне показалось, немножко до тулупа он себя сбил. Ну что ж, первая осечка у нас на данный момент в коротких программах. Глеб Ковтун 8 баллов. Практически он уступил своему прямому конкуренту Герману Ленкову. Ну а на льду Лев Лазарев. Французская пост-рок-группа «Квун». Поэма о зове моря. Слушать волны, вспоминающие утонувшие души. Нырять в лабиринт разума и выживать в объятиях тьмы. Вот она, аллегория риска и борьбы с судьбой. Работает безотказно. В прошлом году Лев был третьим в финале Гран-при, но многое с тех пор поменялось, и сейчас он абсолютно в центре внимания всех. Listen to the sea singing thousands of lights, thousands of lights. Oh, mother, waves roll into my soul.
очень широко открыл глаза после проката. Лев Лазарев. Такая реакция. Ну, как думаешь, на что реакция у Льва? На то, зрителей. На Потому что зрителей, как они поддержка здесь завизжали. невероятная. Очень много зрителей на юниоров, да, сегодня пришло. Прям видим, как сильно поддерживают ребят. Думаю, что им очень приятно выступать здесь, в Челябинске, с таким теплым приемом. Потрясающее катание, конечно. Мы уже, знаешь, ощущаешь, как-то попривыкли уже, да. Мы практически каждую неделю видим Льва Лазарева, как он катается. Но Хочется его похвалить за то, что он этот уровень держит, потому что это мы привыкли Да, смотреть, именно. ну, опять чистый прокат от Льва, но при этом держать эту планку и не сбавлять ее от старта к старту, это на самом деле такая огромная ответственность, которую он выдерживает. Да, потому что когда ты выходишь на лед завоевывать лидерство, это одно. А когда ты приходишь доказывать, что ты лидер, потому что все-таки люди все смотрят, там и Арсений Федотов, прямой конкурент Левы, все вот в такой борьбе находятся. И действительно, психологически это такая хорошая тренировка для будущего, для того момента, когда он перейдет уже во взрослые и будет уже соревноваться с нашими практически мэтрами фигурного катания российского. Тройной аксель совершенно шикарный, и судьи оценили на плюс 2.40, он 10 баллов за него с лишним получает. Тройной Ридбергер, тройной Лутц, тройной Тулуп во второй части. Меня поразила вот скорость. Мне показалось, что он чуть-чуть добавил в скорости, потому что программа, она вот как вихрь такой, прям вот на одном дыхании, и здесь все настолько плотно переплетено, что хочется пересмотреть, в хорошем смысле. Да, скорость есть. Когда проносится Лев мимо нашей комментаторской позиции, это, конечно, вихрь настоящий. Еще так близко к бортику он несется. Площадки не хватает человеку. Вот оценки на ваших экранах. Можете оценить и уровни, и итоговые результаты. 85 баллов. И ждем ответа от конкурентов. Трибуна скандирует «Молодец». Очень теплая атмосфера. На лед приглашается Илья Мальков, Республика Татарстан. Госпел с элементами соул от Фаада Фредди из Сенегала. Это трек Ильи Малькова. Reality cuts me like a knife. Боль реальности, иллюзия легких денег, усталость и падение. Все это в творчестве молодого человека из Казани. Ну и что ж, пусть падения останутся только в метафорическом, творческом плане, в его короткой программе. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no longer inspired to live pain again. I feel waves of tears rushing over my chest. Breathless, I fall to the ground. Now what do? 'Cause reality cut me like a knife.
И как бы ни было тяжело выходить после такого лидера и с таким приемом, какой был у Льва Лазарева, но Илья Мальков выступил максимально классно. Это прям чуть ли не одна из лучших его программ в этом году. Или, может быть, даже лучшее катание в короткой. Класс! Да просто классно, да. Все сидят, разводят руками на комментаторской такие и согласно кивают головами. Да, потому что действительно выходить после такой поддержки Льва Лазарева сложно. И мы видели, как он проезжал. Диктор объявлял его, и я посмотрел на его глаза, думал, что-то сейчас будет. Либо хорошее, либо плохое. И вот такое пограничное состояние, с ним надо уметь справляться. И сегодня Илья справился. Очень хороший прокат, при том, что по технике нам показалось, что не все так гладко было. Видим, как поборолся он за тройной аксель. Приземление аж на внутреннее ребро, потому что немножко вывал из круга был. Но при этом удержался, вцепился в лед. И остальные прыжки тоже. Вот было видно, что не без борьбы сделаны, но при этом безошибочно. Не допустил он помарок никаких. И несмотря на то, что боролся технически, при этом катался, улыбался, наслаждался своей программой, хорошо отыгрывал. И это очень понравилось, что прям с настроением был прокат. Да, большой молодец и действительно артистичный парень, который дает настроение. Может быть, даже в какой-то мере, не знаю, подхватил настроение трибун. Все были в таком благостном состоянии духа. 100%, особенно после выполнения флип-ту во второй части. Он как-то вот немножко раскрылся, и да, все было сделано. Супер, отличные оценки, и он чуть-чуть уступает Герману Ленкову. На данный момент занимает 3-ю позицию. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Алдар Самбуев, Москва. Темный блюз-рок с атмосферой эмоционального хаоса от исполнителя Two Feet. Как нельзя лучше легла эта композиция на творчество Алдара Самбуева. Его короткая программа просто улетная. Girl, tell me your problems. I don't wanna solve them. I don't really care. I don't really care. You had a lot on your mind is true. So tell me the truth, wasn't me then.
Алдар Самбуев с особым настроением делает эту короткую программу. Плод творчества Екатерины Моисеевой, Ольги Симоновой и Максима Завозина, тренерской группы этого спортсмена. Ну, это просто браво. От меня только слова восхищения. Это моя любимая короткая программа этого сезона. И, в принципе, Алдар для меня открытие этого сезона. Я очень рада, что вживую тоже удалось посмотреть, потому что меня прям завораживает, как он катается. Невероятно просто. Да, действительно, этот спортсмен не имеет в арсенале четверных прыжков и, тем не менее, борется наравне со всеми. Потому что вот он такой самобытный, он такой необычный, и хореография у него такая мощная. И хочется пересматривать еще и еще. Мое все-таки пожелание, может быть, делать всякие такие хореографические находки немножко с большим контролем. То есть как будто бы он делает это наотмашь, но... Мне, как зрителю, хочется немножко больше контроля, даже когда там идет рука вверх. Мне кажется, тебе не как зрителю это хочется. Да, а меня как зрителя восхищает то, порой вот где-то это даже расхлябанность, но она такого шарма этой программе придает. Ну, может быть, я просто слишком сильно за Алдара переживаю и хочу ему пожелать как бы успехов на его этом сложном поприще. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне даже вот сегодня показалось, что он немножечко, как будто такой... Не показался ли, что он немножко, может, как уставший, немножко не в том настроении, такой ушел вот с площадки тоже. Но это, возможно, как раз понравилось. сказалось и на каскаде Луцтулуп. Все-таки короткую он катал чисто и не раз, а здесь невооруженным глазом было видно, что каскад все-таки, ну, из последних сил уже был сделан. Просто точно так же, как вот и та амплитуда, про которую говорит Миша, и вот это настроение, и все постановочное, оно может очень легко улетучиться в тот момент, если что-то пойдет не так. Ну вот поэтому это такая очень тонкая грань, ее надо чувствовать. У Алдара это есть чувство, и все-таки пожелаем ему удачи в совершенствовании. Второе место у него с превосходством над Германом Ленковым в полбалла, ну и с серьезным отставанием от Льва Лазарева. А на льду Арсений Федотов. Другая любовь Тома Одала. Это романтическая история о девушке, с которой хотелось бы быть, но нет сил, потому что бывшая измотала. Все силы, все слезы, вся нежность остались там и никому не нужны. I bought daffodils on Queen Street. They
Максимально драматичное развитие событий у нас в первой группе. В коротких программах у парней. Максимально непредсказуемо то, что сейчас произошло с Арсением. Так, казалось бы, все самые сложные элементы этой программы выполнены. То есть все было хорошо с тройным акселем. Потом Ридбергер. Это абсолютно... Это очень обидное падение с бабочки. Он сейчас потеряет... Он даже в минус ушел. Потому что сейчас на наших протоколах мы видим 0,85. Еще минус балл дедакшена. Он в минус ушел. Очень обидно, испугал нас, конечно, в моменте. Абсолютно неожиданная бабочка и затем падение. Сейчас послушаем, может быть. Сергей Викторович говорит, поторопился. Но единственное объяснение логичное — это то, что Арсений прыгает четверной. Ридбергер в этом сезоне вставил его в программу, в произвольную, и очень уверенно, очень хорошо его исполняет. И, возможно, вот небольшая раскоординация на фоне там четверного прыжка могла произойти, потому что мне показалось, что на разминке он все с невероятным запасом исполнял. Вот тройной аксель шикарно исполнен. И в Ридбергер он, возможно, как-то вот... Ну, сложно даже объяснить, потому что очевидно, что тройной прыжок никаких вопросов у Арсения не вызывает. Возможно, тут немножко действительно из-за четверного прыжка пошла... А возможно, это как раз психологический момент, когда ты делаешь прекрасно четверной, ты на тройной идешь, как будто бы уже не напрягаясь. И это такая как бы... опасный такой иногда момент, да. сложно просто силы распределить правильно, чтобы вот как будто не переборщить... Да. Но здесь уже надо у Арсения спросить, что, собственно, случилось. Что лишний раз подчеркивает то, насколько это сложный координационный вид спорта, и каждая тонкость здесь имеет значение. Но, тем не менее, луз-луп дальше прекрасный, с запасом также исполнен, очень уверенно, и дальше очень хорошо докатал программу, не раскис, нигде себе слабины не дал. Но был удивлен и сам, мне кажется, в тот момент, когда он вставал после этого падения, как так смотрел на мир широко открытыми, удивленными, в плохом смысле, глазами. Он на данный момент на 4-м месте проигрывает полбалла Герману Ленкову, балл Алдару Самбуеву. И у нас впереди еще целая группа. Второй группы. Роман Хамзин, Санкт-Петербург. Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан. Макар Солодовников, Пермский край. Артем Федотов, Москва. Марк Лукин, Москва. Александр Симков, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Разминка второй группы участников в короткой программе юношей в финале Гран-при России среди юниоров. Первым будет кататься Роман Хамзин. Надо сказать, что у юношей на серии Гран-при у Алексея Николаевича Мишина было больше всех медалей. 3 у школы Алексея Николаевича Мишина, но все 3 серебряные, потому что по 2 золотых медалей оказалось у Давыдова и Тутберидзе. Но вот в том числе одна из медалей была у Романа Хамзина, который в Казани занял 2-е место. Отлично там катался. К сожалению, на первенстве у Романа сложно прошли соревнования. Если он был 8-м поначалу, то затем откатился на 17-е место. Но все это, конечно, в том числе объясняется вот этими сложными периодами взросления, роста и всех тех проблем, которые сопутствуют и в то же время не сопутствуют молодым людям. Тренируется Роман Хамзин у Татьяны Мишиной. Здесь его представляет тренер Владислав Сизганов. Вслед за ним будет кататься еще один спортсмен из Казани, который победил, в том числе на своем родном этапе в Татарстане, Ильяс Халиуллин, ученик Ольги Арбузовой.
очень живой такой парнишка, запоминающийся, яркий, со своим лицом, с юмором всегда, в том числе с журналистами общается, прям молодчина. Макар Солодников вслед за ним будет кататься, родом из Перми. Также призер, не просто призер, а победитель омского турнира Гран-при, где он обошел Малькова и где отлетел после короткой программы Артем Федотов. Некогда бронзовый призер первенства России на своем дебютном соревновании, но в этом году только 16-й здесь. Выходит на замену, можно сказать, потому что у нас с соревнований снялся Михаил Алексахин. Макар Солодников тренируется у Катерины Борисовны Патласовой и Алексея Гловацких. Артем Федотов, самый молодой спортсмен. Не было у него призов на этапах серии Гран-при, хотя короткие прокаты были хорошие, в том числе в Омске он здорово катался в короткой программе. Тоже катается под композицию группы Квун White Angels. Ну и Сергей Викторович Дудаков, его наставник в школе Подберидзе, здесь представляет. Марк Лукин, еще один спортсмен, который родился в Перми, но переехал потом в Москву вместе с родителями для того, чтобы развивать свою карьеру. Тренируется у Виктории Буцаевой, Евгения Власова, Галины Ищенко. 5-е место первенства России и 2 четвертых на этапах серии Гран-при. Ну, можно сказать, что на первенстве его катание было настолько ярким, интересным, что со своим 5-м местом он практически открытие был 2 недели назад того, как можно здорово расти, двигаться вперед. И в завершении этих соревнований ученик Евгения Рукавицына, также Романа Усатова и Ольги Глинка, Александр Симков, призер Красноярского турнира и пока что не снискавший лавров на первенстве, потому что то травмы мешают, то что-то не складывается. Вот. Тем не менее, тоже очень спортсмен яркий, интересный, техничный. Интересно, кто сейчас куда вклинится в уже показанные результаты в первой группе, которая, казалось бы, многое расставила по местам, да, и мы такие немножко даже ахнувшие по поводу того, что увидели, да, несколько минут назад. Но в первой группе сильнейшие спортсмены из первенства России выступали, так что, конечно, на второй разминке, казалось бы, тяжело будет вклиниться, но при этом мы знаем уже теперь, что многие допустили ошибки, поэтому это оставляет возможность для борьбы. Обычно нет возможности заглянуть вперед, да, и нужно сразу делать все, на что способен. А тут кто-то ошибся, и ты такой: о, ну-ка сейчас я буду догонять. Как, Миш, легче, чтобы знать, что уже твой соперник ошибся, или что нужно показать просто свой максимум, а потом уже будет, что будет? Нужно показать свой максимум, а потом будет, что будет. Потому что иногда мысли о ком-то другом, кроме самого себя, в этот момент тебя сбивают сильно. Да, неважно, ты катаешься до или после главных соперников, всегда желательно, конечно, фокусироваться только на себе, на своих прокатах и вне зависимости от других показывать вот максимум своих возможностей. Ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Ученик Татьяны Мишиной Роман Хамзин из Санкт-Петербурга под адажио якобы Альбинони в исполнении Димаша Кудайбергена. Вся жизнь сплошная мистификация, так что наслаждайтесь тем, что на поверхности. И пусть сегодня тут, в этой программе, будет легкость и творчество, а каторжный труд и сопротивление обстоятельствам останутся за кадром.
Роман Хамзин из Санкт-Петербурга под пронзительную мелодию. И не просто дался и этот прокат сегодня, к сожалению, Роме. Не просто. Но мы не первый старт обсуждаем, что Рома очень сильно вырос, и все еще у него идет вот это вот... Перезагнался, Ром. Слишком скорости много. Ничего страшного. Остальное вроде более-менее. Посмотрим. Вот, можем узнать, что проблемы бывают разные. Иногда скорости мало, а тут тренер говорит, что слишком много скорости было. Мы думаем, что это про тройной аксель, наверное. Сейчас посмотрим на этот прыжок. Он вывалился там из круга, степ-аут сделал. Вот этот прыжок действительно на большой скорости выполнен. И пошел из круга. Видимо, все-таки привык исполнять его на более умеренном ходу. Но вот как продолжу мысль, что сейчас он еще вот адаптируется к своему новому телу, очень сильно вытянулся, подрос, и, конечно, это тоже влияет и на координацию, и на технику прыжков, исполнение элементов. Да, это 100%. А еще влияет все-таки адреналин, потому что когда ты в спокойном состоянии на такой умеренной скорости на тренировках делаешь прыжок, он у тебя получается хорошо. А потом добавляется адреналин, у тебя мышцы начинают по-другому работать, и ты набираешь реально больше скорости, и такое тоже случается. Ну, собственно, пожелаем Роме удачи, чтобы он смог справиться со своими нервами прежде всего. В остальном грамотные специалисты подскажут, над чем работать. Ну да, школа мощная. И не в первый раз, наверное, там вырос кто-то, пусть даже и на 20 сантиметров. А вот рычаги, они же тоже на скорость, наверное, влияют. И по-другому даже и катится, наверное, сейчас Рома. Ну, все другое. Ну, возможно. Я просто на 20 сантиметров сам не рос, поэтому не могу наверняка сказать. Но в каком-то, когда-то рос. Ну, не так активно. Но не в этом возрасте, да. За исполнение короткой программы Роман Хамзин набирает 67,38. Так, Роман Хамзин набирает 67 баллов. Это на 3,5 балла меньше, чем у Глеба Ковтуна. Он пока на последней строчке. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Ильяс Халиуллин. Ильяс Халиуллин всегда с юмором, всегда в тонусе, что бы ни произошло. Да, сезон у него был не очень ровным. Ученика Ольги Арбузовой штормило, но будем помнить лучшие моменты. И, конечно, пожелаем стремиться спортсмену к новым достижениям.
Ильяс Халиуллин из Казани. Такой всегда в каком-то вот полетном настроении он делает свои программы, как будто это тоже такое, знаешь, свободное творчество, а не хорошо подготовленные выступления. Ильяс — это триумфатор, я бы сказала, Гран-при в Казани. Как он там выступил, это просто его звездный час был, звездная короткая произвольная программа. Теперь на каждом старте вот хочется ему желать, чтобы он повторял и повторял этот успех, потому что невероятно талантливый и с точки зрения катания, и с точки зрения прыжков. Конечно, на тройном акселе мы просто ахнули с Михаилом, когда увидели эту высоту. Вот, больше стабильности добавить и вообще... Вот внешность обманчива, да? Вот так не скажешь, что такой маленький парень может так высоко прыгать. Он как будто на высоту своего роста, мне кажется, на аксель да, подпрыгнул. Да, было такое ощущение. Тройной Ридбергер чисто луц-ту-луп. Вот немножечко там все-таки потерял концентрацию. Но вращения шикарные. То есть и по подаче мне нравится, что он все-таки как настоящий артист, как художник. То есть вот он сегодня сделал программу таким образом, что мне понравилось больше, чем в Казани. Возможно, это поддержка публики, возможно, это большой все-таки лед, потому что здесь лед действительно внешне кажется больше, чем в Казани, потому что там как-то немножко... Там маленький, компактный, уютный такой, а здесь уже другой уровень. Да, все-таки конец сезона, я думаю, программа еще и вкатана побольше, и очень нравится, как он слышит музыку, потому что идет усиление музыки, и у него сразу же растет напор, амплитуда, с которой он выполняет движение. Да, отыгрывает вообще замечательно, до самого конца не выходит из образа. И потом уже, когда встал, вот так прям выдохнул. Причем еще и образ такой дали ему серьезный, драматичный для короткой программы, хотя парнишка его вытягивает на 100%. Вытягивает, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, ему что-то вот такое с большим каким-то приколом, подколом что-то сделать. Ну, посмотрим, найдет. Самбуев нашел, и он найдет. Найдет. Точно. И на данный момент Ильяс Халиуллин немножечко проигрывает Арсению Федотову. Всего лишь 0,3 и находится на 5-м месте. А на льду Макар Солодников. Самобытный кавер на саундтрек из «Гладиатора» прозвучит в программе Макара, пермского фигуриста, триумфатора омского этапа. Макар постоянно атакует пьедестал. Конечно, не откажется от этих устремлений сегодня, но на турнире он выступает в качестве замены. Это отличный шанс встряхнуться от потрясения на первенстве.
Еще одно мощное катание такого вполне себе взрослого юниора, очень крепкого, мужественного, практически мужское одиночное катание сейчас в исполнении Макара Солодникова. Чуть-чуть не хватило ему до, можно сказать, безупречного проката короткой программы. Были видны вот такие волны, то есть когда-то он собирается, он идет, все делает ровно. Волна вот эта сходит, он начинает расслабляться. И приходит Ридбергер. Нет, кстати говоря, Ридбергер он хорошо сделал. Я говорил, имел в виду 2 финальных вращения, когда вот, казалось бы, все, ты сделал свою дорожку шагов. Да, когда вот осталось буквально 2 элемента, но нельзя расслабляться. Это короткая программа, и она коварна именно тем, что любой балл, любая сотая может лишать тебя медали. Ну да, вот как мы видим сейчас, распределение мест, буквально там всех отделяют сотые и десятые друг от друга. Да, у нас получается со 2-го места по 7-е 8 баллов разницы. То есть, в принципе, это не так много. Прокат очень достойный, без каких-то грубых ошибок он справился. Да, вот такие какие-то мелкие детали были тоже. Приземление с Ридбергером можно делать чуть поувереннее. Корпус у него немножко ушел вперед, в зубец ушел. Из-за этого надбавка будет чуть меньше, но тем не менее все равно в плюсовой зоне прыжок. Тройной аксель, каскад, вообще безупречно исполнены эти элементы. В дорожке очень глубокие ребра он закладывал, но где-то, возможно, конек немножко болтался и точности не хватило. Ловил себя. Да. Именно вот в дорожке, да, потому что там усиление музыки пошло, и он это все так чувствовал и передавал. Но вот какие-то много было моменты... очень моментов таких, которые прям восхищали, насколько он глубокие ребра закладывал, и какие-то интересные переходы. Но вот да, именно какой-то вот точности, филигранности в дорожке не хватило. Точно так же вот и во вращениях немножко не дожал. Но это вот моменты, которых может вот немного не хватить, например, до тех же 80 баллов, да, если мы уже заглядываем вперед. С точки зрения постановки попали в образ они, конечно, 100%, с этим гладиатором. Подходит Макару, и Макар на данный момент на 3-м месте. Но, как и было сказано, 3 сотые он, например, уступает Алдару Самбуеву, а мог бы быть на 2-м месте, если бы додержал то, о чем говорит Михаил. Ну и всего лишь на 10-е опережает Германа Линкова и Арсения Федотова. На льду Артем Федотов. Way
отлично откатал самый молодой спортсмен этого турнира Артем Федотов, брат Арсения. И вот чем они похожи, а чем они отличаются с Арсением? На мой взгляд, у них очень похожий конек, но отличается верхняя часть. То есть Арсений все-таки такой попластичней. Да, понятно, он старше. Но вот Артем такой чуть более зажатый. Но конек все-таки, да, да, владение коньком у них очень похоже. И действительно, как-то вот они, ну, как два брата катаются. С чего бы это? Да, действительно. Да, у них похожий конек, и мне кажется, есть большие схожести в технике прыжков. Есть, конечно, и различия, но и схожие моменты определенно есть. Ну, сегодня Артем точно молодец. Справился со своим контентом. Тройной аксель, тройной ридбергер, луц-ту-луп. Все было чисто исполнено. И причем тройной аксель — это все-таки один из самых сложных пока что для Артема прыжков. И он довольно уверенно уже не первый старт справляется. Хотя мы видим, что сложности на 6-минутной разминке порой возникают. Но собирается и точно так же вот схожесть с братом, характер проявляет. Идет и делает. Характер спортивный точно есть и у Арсения, и у Артема. Умеют они в нужный момент все самое лучшее показать. Но все-таки от прямых сравнений пока что... прямое сравнение пока что не грозит им разница в 3 года. И все-таки Арсений уже одной ногой во взрослом спорте, а Артем только здесь оказался. Поэтому, видимо, напрямую будем сравнивать их, когда им будет по... 20 и 23. Или, вот тогда. Или 17 и 20. Нет, я думаю, что 17-20 тоже 20 и 23, порядка, потому что да? сейчас разница ментальная ощущается, когда 13 и 16 это прям, ну, практически пропасть. А когда 20-23 уже как будто бы не так. Вот по технике Артем обошел Арсения, ну и не только Арсения. И по технике он вообще занял 2-е место на данный момент. Но из-за компонентов пока что 76 баллов – это 7-е место. Довольно-таки серьезное отставание от лидерской группы. Эпическая история скандинавской богини Гефьоны, вырвавшей кусок земли из континента и создавшей остров Зеландия, Остнова Дании. За это ей большое музыкальное спасибо от датчан и короткая программа Марка Лукина, безусловного сюрприза и открытия недавнего первенства России. Впрочем, в следующем сезоне открытие уже должно перекочевать во взрослый спорт. Парню 18 лет, он здесь самый возрастной.
Классное выступление от Марка Лукина. Какая подача, какой диалог со судьями, со зрителем. Прямая спина, что характерно. Просто замечательное сегодня катание. Много эмоций подарил. Здорово. Мне прям даже интересно, такое сильное впечатление произвела эта программа, потому что мы ее вживую смотрели, или так сильно набрал в течение сезона, потому что до этого, мне кажется, так ярко эта программа не смотрелась. Сейчас прям Марк, мне кажется... Набрал форму, думаю, набрал да. вот этой уверенности. И сегодня по подаче... Именно вот сюда, в презентации, в подаче Классно программы, было. потому что технически не первый раз он хорошо справляется с короткой, и всегда мы отмечаем качество его прыжковых элементов, что вот когда делает, то делает прям красиво. Прыжки у него очень красивые, положение в воздухе очень прям техничное, ровное. Сейчас посмотрим, как он поборолся за этот аксель в начале. Очень интересно приземление смотреть. Раз! И вот стопой вцепился в лед, а коленкой так смягчил приземление, чтобы не допустить никакой оплошности. Это прям такая филигранная работа была. Но вот именно, да, вот насколько каждое движение в музыку, насколько он с эмоциями это делал, вот с отдачей прям. Но он готовый взрослый спортсмен. И он катался сегодня по-взрослому. С чувством, с толком, с расстановкой. Он чувствовал акценты музыки, он отыгрывал паузы, он отыгрывал подъем музыкальный. То есть все было там, где нужно было. То есть как задумывалась изначально программа, вот сегодня она прозвучала, на мой взгляд, на 100%. Ну и технически тоже все 4-й уровень, дорожка, вот только 3-й, насколько мы поняли, корпуса, да, не хватило корпуса все-таки. немножко не хватило. Ну, тут корпус такой у него большой, потому что центр тяжести довольно-таки низкий. Ему, конечно, этим корпусом тяжеловато работать, но надо. Ну, все в одинаковых условиях находятся. Не во всех. У всех правила. У кого-то выше. Я имею в виду правила. Правила вот такие, что да, надо работать корпусом и все. Ну ничего, над этим поработают. Наверняка. Да, конечно. Все в зеленой зоне. 43 оценка по технике, и это один из самых высоких баллов. То есть по технике он уступил только Льву Лазареву, по компонентам уступил еще и Алдару Самбуеву, а так, сейчас на 2-й позиции, 4 балла отставания от Льва, и это супер, конечно, все достойно прям, мы оценили. Александр Симков катается в короткой программе под трек «Эксогенезис» группы Muse. Рок-симфония о человечестве, покинувшем Землю. Серебряный призер турнира в Красноярске пока не выстрелил на первенстве, но его катание вызывает неподдельный интерес у публики.
Душевно завершаются сегодняшние соревнования. Александр тоже может быть доволен вполне своим прокатом. Так, со значением исполнял все то, что он сегодня делает. Александр Симков. Нет? Да, было точно понимание и значение в его глазах. На мой взгляд, тут чуть-чуть не хватило все-таки доделанности. То есть он поднимает руку, поднимает голову, делает какие-то хореографические движения, но вот чуть-чуть все-таки чувствуется, что, ну, не могу я поверить пока что этому спортсмену. Слушай, ну, мне кажется, у него стиль такой, и если этим стилем еще чуть-чуть поиграть, это стиль такой, здравствуйте, я сюда приехал, и вот сегодня буду кататься вот так. Ну, в таком, как это сказать, с такой интерпретацией. Это и не хорошо, и не плохо, это можно использовать в свою пользу. Да, здесь, может, абсолютно, да, для я согласен. блюз, может, оно просто не работает, не до конца работает. Ну, будем все-таки делать скидку на то, что это юниорский уровень, а не взрослый. Пусть и внешне Александр выглядит как такой взрослый спортсмен, которому там уже 20+, но все-таки это юниорский уровень. 17 все-таки тоже взрослый. Но все-таки между 17 и 20 есть разница именно в интерпретации, подаче и вот в мощности катания. Вот именно у парней наступает какой-то вот щелчок, что он начинает ехать, начинает прям вот, я не знаю, как локомотив. И вот его не остановить, и все. И вот это и отличает юниорское катание от взрослого. Вот когда Александр почувствует как раз то, что кто-то пытается его остановить, и он вопреки этим обстоятельствам будет переть вперед, как локомотив, тогда и появится вот это какая-то, даже близко к спортивной злости, да? А это она и есть. Это она и есть. А я скажу, что просто очень порадовала вторая разминка. Ребята такие молодцы на самом деле. Мы вот как-то сразу так сказали, что первая разминка у нас ребята самые сильные, а вот во второй все, каждый, мне кажется, вот близко к своему максимуму откатал, и это очень радует. Чище вторая разминка прошла, да. Кстати, да. Ровнее, чище, ребята молодцы, очень достойно. И Александр Симков получает на 0,06 меньше, чем Ильяс Халиуллин, и находится на 8-й позиции. Но пусть вас не обманывает эта 8-я позиция, потому что от 3-го места его отделяет всего лишь балл с копейками. Итак, на вершине Лев Лазарев, 85 баллов, 4 балла отставания у Марка Лукина, затем еще 3 балла отставания у Алдара Самбуева, и дальше по 10-м, по 100-м буквально распределились места с 3-го по 9-е, да, и почти что 10-е. Насколько плотный сегодня результат, это я такого даже не помню за весь сезон. Ну, как обычно, самая интересная развязка будет в произвольной программе, так что уже завтра увидимся, услышимся с вами и будем наблюдать за развитием событий. Василий Соловьев, Анна Щербакова и Михаил Коляда не прощаются с вами, а говорят до свидания, до завтра. До завтра.